стены к стене, раздвигая пространство метр за метром. Мы ничего не получим за выслугу лет. Будем жадно хватать обрывки ушедших историй. Я сомневался, мне дали надежду в ответ. И небо над головой дали чужое. Тем, кто остался, мои слезы. Я выбрал жизнь, но слишком поздно. Нас раздавило чужое небо, чужое небо. Мои слезы. Хотя бы первых лучей и забыться на время, пока не наступит весна. Привет всем. Доброе утро. Это, так сказать, это доброе утро, выходные дни. У кого выходные наступили, поздравляю с выходными. Хороших выходных. Вот, я сегодня решил начать пораньше ДКС. Вот, и да, начало будет необычное, как бы не сразу с полетов. В общем, тут как бы ситуация такая, я так понял, чем чаще я начинаю стримить ДКС, тем мне начинают рекомендации кидать на интересные ролики. Вот, и сейчас вот мы с вами посмотрим, может вы видели эти ролики уже, как бы... Ролики уже не новые, но будет интересно посмотреть. Вот, но я почему-то подобного ничего больше не нашел пока. В общем, так, перед полетом маленько взбодримся. На ютубе ролики, это иностранные ролики. Вот, мне вот этот полет и прям понравился, не знаю, я прям кайфанул. Я никогда не видел такой вид. Понятно, игра игрой. Короче, это самолет F-16 Майами. У пилота в кабине камера. То есть мы прям можем посмотреть. Полет будет 30 минут, но мы не будем его весь смотреть. Мы посмотрим взлет и посмотрим вот эти всякие моменты, трюки. Там. Ой, ну даже я их даже обозначения не все знаю, но это капец. Заодно увидим, что такое перегрузка самая настоящая. Вот, чуть-чуть сейчас глянем. Вот, и посмотрим самолеты быстренько. Су-57, где он принимал участие, там где-то с этими США тоже ВВС. Хороший самолет, он всем понравился. Это в основном истребители, понятное дело, летаем мы на штурмовике, но будет интересно, думаю. Так, ролик сразу вот указываю, чтобы вопросов не было. Название его получается. И автор вот указан канала. Ни в коем случае, как бы не пытаясь там у кого-то что-то слить или что. Просто даже может для них будет небольшой анонс ихнего видео, так сказать. Я могу перевести даже, что тут. Вид из кабины пилота F-16 через плечо. Авиашоу над Саут-Бич, Майами. Аудиосистема кабины здесь, кстати, будет работать. Вот. Ну, интересный полет. 10 посмотрим, я там мотну еще пару кадров. Я не знаю, смотрели вы это, нет. Но мне вот рекомендацию YouTube вчера бросил, я не видел это. Мне вот поршневые эти самолеты кидают, а вот это я не видел. Чем у американцев в плюс у самолетов, да, у них просто все открыто. Вообще, просто панель, а остальное все открыто. То есть у них нету вот этих перегородок, ничего не мешает. Как в аквариуме летит, короче, да?
Я еще не мог понять, что у него там за тим на шевроне. Air Force, а тим, что-то команда какая-то, короче. Ну, это прям пилот ас, я считаю. Это уже... Смотри, вот даже во время движения по аэродрому его уже трясет всего, блядь. Это уже надо привыкнуть к тряске этой, да? Я вот даже сейчас второй раз смотрю ролик, и мне интересно просто вот это дело, конечно. Играть-то это одно, а вот как оно на самом деле в кабине, да, происходит. Но это современные уже самолеты. У него вся навигация, я так понимаю, на шлеме, то есть он там все видит, все вот эти параметры, все. И кнопки, да, одни кнопки, как на клавиатуре, короче. Там мышкой поди управляет еще. Офигеть. Alright, a little behind the crowd, you guys ready for the hack? Ready for the hack. Это в игру играю. Со стороны так High смотрится. show, half Cuban, high show, half Cuban. Judge, copy. Какой... Интересно, что у него за версия ДКС? Я тоже хочу в такой полетать. Ready, hack. Не, вот сейчас у меня реально, я там даже некоторые моменты не смог смотреть, у меня реально у самого же голова кружиться уже стала. Я не знаю, это, блядь, такая перегрузка там сейчас будет. А это все вот эта фигня сейчас. Я сейчас перемотаю. Сейчас там будет веселуха. Просто вот сейчас будут вытворять такие чудеса, блядь, наверное. Ему, я так понимаю, дают какие-то задания, и он их выполняет. То есть он не просто так летает, у него какие-то задачи, именно с пилотажем связаны. Вот он его задирает прям вверх. Я не знаю, как этот трюк называется. Летчики знают. Я не... Сейчас он тут будет вытворять. Я, знаете, я как-то... Блин, какой же симулятор мы тогда играли как-то? Я забыл уже. Там был иностранный самолет. И там это оповестие, действительно, этот, как он, робот постоянно какие-то говорил. Вот сейчас похожие звуки будут и здесь. Что-то... Блять, как оно слово-то это? Во, вот эти я помню звуки тоже где-то в симуляторе. Altitude, вот эти слова, я все помню. У них, по-моему, оповещение, но везде одинаково, блин, в самолетах иностранных. Смотри, он творит. И вот он летит и смотрит вот туда. То есть он не смотрит на приборы, он смотрит туда, блин. У него, я так понимаю, приборы все вот наверху, на навигационном шлеме. Сколько тут у него сейчас скорость, блин, летит нафиг. Здесь нет вот этого плавности, как у него просто вот это я понимаю, нагрузка, блин. Хочется такие же вот ролики посмотреть за российских пилотов. Очень бы было классно бы посмотреть на тех же самолетах, там, допустим, истребителях всяких, да, Су-33 даже. Что-нибудь такое. О, смотри, бочку крутит. У меня уже голова закружилась, офигеть. И это все резко, то есть не плавно,
И хоп, хоп, и резко останавливается. То есть все резко у него происходит. Altitude. Altitude. Сейчас еще пару фишек посмотрим. Он сейчас будет это высоту набирать прям и вниз резко щучкой нырять. Вот тоже нагрузка, да, идет. Оп. Тоже вот тут определенное время надо вот так пролететься, я так понимаю, когда у тебя голова вниз. То есть долго лететь не сможешь, потому что, понятное дело, у тебя мозги все туда вниз уходят. Как и в игре, видите, вот тоже у него на ноге карта находится, вот видите? В игре также, вот если летаем. У него, кстати, не одна карта, у него еще справа, слева и справа, у него здесь документы. То есть он по вот этим документам работает. Кстати, они привязаны к ногам, если видно, вот видите, ремень на ноге. То есть он по ним и работает. Все, здесь нагрузка прям пошла уже сильно. Он резко задирается и вверх прям, видите, летит. Сейчас будет вниз так опускаться. Good numbers for slingshot. Alright, man, here comes a little bit of speed. There's 300 knots. 400. Pull up. Pull up. 500. Altitude. Варнер, как это, Вагнер, блядь, Altitude. Варнинг или как оно это называется-то? Слово это английское. Варнинг. About to turn. Сейчас будет у него тоже срабатывать эта штука, когда он сильно будет прям вниз уходить уже близко к земле. Что тут у нас? Altitude. Altitude. Вот эти, по-моему, моменты, да? А, вот у него еще фишка. Вниз бочки делают. Dark 7, you on the frequency. Потом вроде как упражнение будет. Надо будет постоянно, ну, как разворачиваться, смотреть, нет ли у него сзади никого. Типа, короче, такая тренировка. Вот он уже начинается. То есть он сидит в полуприседе, полубоком и осматривает, типа, наверное, это когда он может, если за тобой кто-то идет. Я так понимаю, тут же нет у них вида заднего. Им приходится самим смотреть назад. Может так это, я не знаю, не утверждаю. Вот такой вот полет. Ну, пока вот единственное, что вот я нашел, дальше уже там все подряд, конечно. Altitude. Ну, Altitude. классно. Сейчас вот по городу, прикинь, летает на низких высотах. Я бы хотел бы такую же фишку посмотреть, только на самолете Су-57. Не знаю, будет ли когда-нибудь запись. Нет? To 350. Что вот у него там написано? Ну-ка, покажи ко мне свою эмблему. Блин. Вот. Ну, блин, камера же. Шеврон, ну, что за команда-то? Set 300. Так, ну, в общем, понятно, да? Да, вот так вот летает у нас самолет F-16. Тренировки. Вот, и хочу посмотреть этот самолет. Я тоже, и думаю, вы видели это. Это было
Он почему-то 8 месяцев назад выклал. Вообще это было года 2 назад. Выступал самолет наш с американскими самолетами. Су-57. Это вообще машина. Вот еще бы вид бы ему добавить в кабине такую F-16. Воинское приветствие всем отдает. Да, мне кажется, ему там так тесно, нет? Он как-то сидит тесно прям к панели так. Это запись, кстати, в 4К. Сейчас тут вообще нормально. Картинка классная будет. Это вот оператор молодец снял. Взлет, да, такой? Почти с места взлетал. Просто расстояние, да, видите, да, здесь пилот прям самый лучший, наверное, из асов. Я даже не знаю, есть вот ас в игре у нас в ДКС, а еще выше есть асы? Ну, только, наверное, летчик-испытатель ас. То есть такую здесь накладывали, вот эти финты вообще. Как он выглядит, самолет сверху, такой прям современный, да, вот уже прям видно даже. Он даже сам самолет по себе визуально прям гроза небес. Офигеть. Вроде такая махина, да, такое вытворяет, да. Представь, какая там в кабине веселуха. Сейчас будет камеру туда поставить, это просто... Знаете, на кого похож он? Нет. Блять, как они? Не моль, а как? Не моль, да? Блин, так же вот со стороны смотришь сверху. Вот не мотылек, а моль. Реально, ну как-то это, как от крылья моль вот раздвигает и примерно чем-то схоже, да? Если сверху смотреть. Я почему-то вспомнил. Летом иногда залетают эти, блядь, большие-то такие. Даже фишка вертолет называется. Интересно, где у него вооружение вообще крепится? Это у него спрятано, я так понимаю. Короче, он тут будет фишки крутить, лететь. Мне вот интересная посадка сейчас. Интересно, вот здесь по приборам садится. Не, ну он по приборам, конечно, надо садиться, но... Ну, точно не стандартный заход.
high. This is next level here. This is next level. ऐसे landing. Steam fluid apply brakes, maintaining that line. We'll take a वहाँ से राइट टर्न आगे से लेगा वहाँ पे steam jacket. Как-то так. Ладно, немного настроение подняли перед полетами. Пойдем теперь мы приземляться. Конечно, не так, как здесь. Значит, сегодня я начну с миссий своих. Надо будет... Летаем на самолете Су-25Т, работа на высотах в основном будет. Все, вчера я последний раз попробовал на низких высотах, больше я вообще туда суваться не буду. Вот, сейчас, значит, я тоже играю на результат, вот, потому что каждое боевое задание для этого самолета с пилотом, которым я играю, это все в результат, это идет на звание и медаль. Вот, поэтому вот эти миссии, это тоже, каждый раз я их выполняю, если я их успешно выполняю, то я получаю какие-либо достижения. Вот, сейчас надо будет эти миссии выполнить, а потом в кампании еще 4-ю миссию сделать. Да, сегодня так будет программа. В этот раз. Вчера я прошел 2 миссии в кампании. Одна на 100%, другая на 80%. Ну, по очкам, если смотреть, за другую 80, типа как очков, за другую 100, как-то так там у них. Так, в боеприпас, значит, используется. Бомбы Кабы, ракеты 25 МЛ, Кабы 500, корректирующие авиабомбы, ракеты МЛ 25, дополнительные баки и нары С-13. Попробую их использовать на расстоянии. Но не знаю, посмотрим, с какой высоты можно их использовать. Потому что там, где я буду выполнять задачи, там высота нужна 4 километра. Даже меньше вообще нет ни варианта опускаться туда. Так, уничтожать будем в этот раз колонну из техники. Страйкер. Короче, у нас получается лавка, точнее БМП лавка, Страйкер и М60 танк. Значит, я обычно ракетами работал, сейчас я буду работать бомбами. То есть я буду ловить колонну и сбрасывать корректирующие бомбы на нее. Этот самолет будет меня сопровождать. В этой миссии.
40 километров до места назначения. А, нет, подожди, это до первого ППМ, второй ППМ потом. А он справа. Я его сначала в зеркале увидел. Потом приблизился. Так, высота 2000 метров до ППМ-ки первая 18 километров. Показывает высоту ниже держать. ППМ изменился.
Опа-на. До места назначения 50 километров. Сейчас надо будет еще высоты набрать 2 километра. Набор высоты, по-моему, добавил тягу. Значит, для тех, кто стрим уже видит, точнее недавно смотрит, объясняю задание. Уже подлетаем. Привет. Так ты приходишь, когда я ночью сплю, конечно. У меня же время-то... У тебя время какое? Вот у меня время новосибирское. У меня сейчас время 12 часов дня. Так что, может, у нас время отличается, поэтому тебе так показалось, что я не отдыхаю. Высота 2400. Что слабо ты высоту набираешь. Ну давай-ка побольше. У меня уже цель скоро будет. Шел. В общем, Моздок. Надо не допустить, чтобы колонна добралась до Веселовского. То есть здесь уже ее точка, да, место назначения. Вот эту колонну надо будет сейчас перехватить. Вдоль реки, получается, вот эта речка извилистая, идет дорога. Сейчас вот на этой дороге надо будет поймать колонну. Томск, ну тогда у нас часовой пояс с тобой одинаковый. Не знаю тогда, почему тебе так... ну, я просто допоздна играл. Вот, но при этом, ну, мне хватило отдыха. В 2 часа ночи я лег. Я сейчас в отпуске просто. 2 часа ночи спать лег и проснулся часов в 9, в 10. Просто стрим пораньше я сегодня начал, потому что выходной день. Ну, у меня-то тем более выходной день. Высота 3800. Проходим Моздок. Готовлюсь. Попробуем использовать бомбу. Так, смотрю. Один по одному сброс. Вот она, речка справа. Дорога чуть левее. Пока захват не могу сделать. Далековато, да? Вот отсюда могу наблюдение сделать. Так. Нет, не так. Подожди. Да ты за... В смысле, блядь, я его вырубаю, он не вырубается. Что за бред? Вот кто меня только может подвести, вот это, блядь... Робот. Сейчас этот сбалансирую. Еще раз. Держи баланс. Так, ну что, ищем дорогу. Ну вот она. Подожди. Это речка. Так, не то, не то. Вот она дорога. Вот эту дорогу надо обнаружить колонну. Вижу колонну.
Опять забыл этого дурачка вырубить. Блин. Короче, с этим дурачком сейчас маленько потренируемся с утра. У меня, как всегда, с ним весело все. Что этот дурачок дает? Он фиксирует скорость, высоту. Но проблема в том, что надо с кнопками быстро-быстро. Тут же, как бы видите, еще надо кнопки хорошо успеть нажать вовремя. Че сегодня МСВС? Что это такое? Что это за МСВС? Это игра такая? Я в этом не разбираюсь. Я на данный момент знаю такой симулятор ДКС или L2 штурмовик. А, ну да, Look One тоже старый. Сейчас он, наверное, новый есть, я только старый. И то я помню, я маленький был, когда я его видел. Ну что, так будем заходить с другого направления. Цель увидел, довернуть не смог, потому что не смог выключить робота почему-то. Либо у меня клавиатура уже устала, кнопка с первого раза не нажимается, хотя я всегда нажимал, все нормально. Либо здесь что-то не срабатывает коннект с кнопкой, я просто не понимаю, что это сейчас было. Блять, я его вырубаю, он до сих пор работает. Я пытаюсь самолет уйти, он, сука, его держит влево. Здесь вот единственное, что тебя может подвести, это в некоторых миссиях, это управление, потому что его надо, тут очень много всего, здесь надо реально, вот вчера парень писал, блядь, типа я задолбался управлением, поэтому я не тороплюсь идти в ДКС, я играю в War Thunder, потому что тут реально управление до хера всего надо. МСФС, ну а что это такое? А, гражданская авиация, так и скажи, я пойму. Я просто думаю, что за МСФС. Короче, играешь в игру на гражданской авиации. Нет, я гражданскую авиацию даже и желания не было. Я в основном по боевой теме. Так сказать, немного автомат заменил на боевые крылья, вот. Ну, еще танки могу покататься в War Thunder. Я не люблю играть в эти игры, как бы сказать. Знаете, что единственное меня что-то заинтриговало, хочу попробовать. Я вчера на сервере видел, стрим смотрел парня. GTA 5 RP, вот там можно позажигать. Сейчас уже скоро 6-я выйдет. А так вот эта жизнь, блин, это вот как они РПшные эти сервера, это же как жизнь считается. Жить надо, развиваться, все. Блин, не знаю, я больше предпочитаю, говорю, что-нибудь боевое, где надо уничтожить что-то. Обнаружить и уничтожить. Либо проникнуть или подорвать в игре. Кому-то просто нравится жить в игре, да? Да знаете, как раньше, в наши юные года это тамагочик был. Ухаживали за ним постоянно. То покормить, то в туалет ему, то еще что-нибудь. Вот. Есть игры сейчас такие, как бы. Живешь, работаешь, какие-нибудь задания выполняешь, да? Гражданская авиация, конечно, там покушать, пописить не надо, там, но мирное время у тебя, мирные полеты, просто долететь, не разбиться нигде, да? Выполнить задачу, перелет, может пассажиров доставить куда-то. Такая, короче, задача. Это, знаешь, наверное, взять вот, допустим, игра ETS про дальнобойщика. Там тоже не надо ни в кого стрелять, никого бомбить.
Просто взял прицеп, доставил в точку назначения. Зарабатываешь деньги, развиваешься, покупаешь что-то лучшее, дорогие грузы какие-либо. А вот смотри, вот в твоем гражданском симуляторе, помимо как просто перелета, есть карьера там? То есть ты можешь развиваться, самолеты себе улучшать. Может там со временем свой аэропорт где-нибудь создашь со своей авиацией. Нет? В основном просто перелеты. Так, вижу дорогу. Что такое? Далеко. Видите, он не берет. Мне надо... Вот, все, зафиксировал его. Смотри. За свет. Сейчас надо будет работать на солнце, так сказать. Что-то у меня солнце постоянно вот... Нет, это скорее всего просто захожу постоянно против солнца. Сзади. Ни хрена не видать, да? Дорогу-то я вижу. Так, на цель вышел. Теперь надо ее захватить. Пока корректируем напряжение. При этом надо держать самолет. Не знаю, первый раз попробую бомбу сработать на корректировку. Пока захвата нету. Чуть правее. Ой, левее. Высота маленькая будет уже. Может ли эта бомба отработать так, как я сейчас хочу сделать? Есть захват. Девять километров до цели. Чуть-чуть повыше беру. Первый берет только и все, не хочет вторую брать. Ну давай первого попробуем атаковать хотя бы. Веду их, сам чуть правее беру. Согласно им тоже. Они, видите, движутся. Ждем разрешения на взброс.
Иди ко мне сюда, мой сладенький. Да, иди ко мне сюда, мой сладенький. Блять. А чё он? Странно сейчас. Как-то очень странно оно. Чё, этот дальномер устал, да? Интересно. Либо отклонился от курса. Захват, видите, пропал. Ладно, не будем жечь горючку зря. Давайте тогда сейчас остановим колонну и уничтожим ее бомбами. Я просто пробую. Может быть, можно было корректирующие бомбы ударить по движущей цели. Да, захват идет, но цель постоянно перемещается, я так понимаю, и разрешения на сброс почему-то нету. Хотя при этом атака, захват... Подожди, тут надо было ограничитель снимать, походу. То есть на ЛС высветилась атака. Это говорит о том, что как бы уже разрешено было атаковать, но при этом почему-то система сама не стала нам говорить об этом почему-то. Интересно. Ну, не есть хорошо, мне пришлось уйти на высоту уже 2000 метров и меньше, это плохо. У меня высота должна минимум 4 быть. Так, переключаю на ракеты 25 МЛ. Сейчас зайду получается, с Моздока. Навстречу полечу. Принцип работы вообще в чем сложность заключается? То есть помимо как добраться, приблизиться к цели, вот шквал сразу он не будет ее захватывать. То есть тебе надо шквал контролировать, тебе надо этот прицел, вот как, допустим, как вот сравню, вот как снайпер за целью следит. Вот ты следишь за целью, да? Пока тебе команду не дадут, ты не будешь ее трогать. Вот. А здесь получается, пока тебе самолет не даст разрешения атаковать, ну и при этом надо как бы захват еще цели сделать, потому что она в движении. Потому что ракета без захвата работать не будет. Помимо как зафиксировать район поиска, надо еще ввести этот прицел, пока не будет не произведен захват цели. Потом уже ты будешь уже работать с запуском или сбросом. То есть здесь все так вот работает. Твоя задача контролировать самолет и вести наблюдение до момента, тогда, когда можно будет атаковать. Не умею красиво говорить, так объяснил. Хорошо, конечно, иметь высоту побольше, даже где-то 4500, 5 даже, если облака не мешают, чтобы был запас поиска, запас, чтобы можно было хорошо прицелиться, так сказать. Да, на этом самолете работа такая. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, уже как бы доказано здесь в полетах. Если начинаешь торопиться, то начинаешь ошибаться. Высота 4700, 4800.
Выхожу на курс. На свой курс. Не, если по курсу лететь... Кстати, да, вообще-то по идее на курс выхожу. Здесь даже курс показывает. Так, ищем эту дорогу. Все, теперь начинаю наблюдение. Смотрим. Вот, речка идет. Здесь вот тоже дорога, но это не та. Нам нужна вот эта дорога. Вот по ней движется колонна где-то. Вижу цели. Но есть момент один. Деревья, да? Так, сможем ли мы где-то здесь встретить? Сейчас попробуем. Попробуем их сюда довести. Нет, не успеем. Придется захват делать здесь. Тихо. Эта ракета мимо пошла, потому что захват исчез. Мимо. Надо вести до конца. Блять, что такое опять? Смотри, что то кусты мешаются, то, блять, еще какая-нибудь херня. Говорю, у меня как не полет, так испытания постоянно. Но мне это нравится, как бы, мне наоборот интересно. Еще есть боекомплект. Я вот брал даже горючку с запасом, уже 2500 остается. Странно, почему захват не был. Ну, скорее всего, из-за деревьев, да? Деревья мешали сделать захват цели, и в итоге вот она получается и херня. Захват произошел тогда, когда уже стал подходить ближе. Я уже ракету пустил сам на свое усмотрение, лишь бы чтобы она достала цель. А так просто бы... Да, она так и так, видишь, что так бы время потерял. Единственное, мог бы ракету сэкономить.
Не, бывает нормально, то есть бывает запуск успешный, бывает вот такая вот херня. Все зависит, я вот вчера даже рассказывал, все зависит от траектории, и если есть преграды, то 50 на 50, что ракета попадет. Скорее всего, машина, которую я атаковал, зашла в зону невидимости за дерево, и все, и захват прекратился. А эта ракета работает по принципу «не пустил и забыл», а довел до конца и уничтожил цель. Да, такая ракета она. Но при этом она подальше может пусть делать. Да. В общем, задача остановить колонну. Надо первую машину уничтожить, а потом идти отработать кабами. Проблема сейчас была вот еще то, что с направления зашел такого, да? Деревья эти тоже помешали. Выдержку тренируешь здесь тоже. Иногда приходится, так сказать, держаться в воздухе, выцеливать, исследовать, смотреть, искать подходы. Потому что миссии такие, они тебе, ну, как бы они типа ПМки накидают, конечно, но они тебе... Я говорю, вот первая миссия была в компании, это пипец, будет 1000 метров высота, ЗРК снизу всякие разные, ну, провести разведку. За разведка такая. Это то же самое, как поставить разведывательной группе задачу пехоте. Провести разведку, допустим, во вражеской зоне сцены, тебе надо выйти на сцену и с бинокля посмотреть. Вот примерно так же это выглядит. А на трибунах сидит враг и смотрит на тебя, блядь. Ну, примерно так же выглядела первая миссия в кампании, которую мы играли. Просто пролетают самолеты на высоте 1000 метров, снизу враг, ПЗРК, все на тебя смотрят. Ну ты проводишь разведку. Такой дебилизм, да? Разворотники надо. Перевес у меня на правое крыло сейчас, поэтому самолет у меня туда, сюда, туда, сюда клонит. Но я выравниваю. Вот она, эта дорога. Давай возьмем правее, потому что опять деревья помешают. По краям дороги деревья. В этом вся особенность. Вижу цели. Здесь опять напряжение. Сейчас буду правее немного брать.
чтобы мне их увидеть. Так, где они? Получается... Вон, да, дорога. Сейчас маленько их посмотрим, где. И чуть-чуть возьму правее. Сука, кнопку задел одну и все, и опять, да? Какая-то хрень, блядь. Тут каждая кнопка имеет значение, да? Так, баланс. Сейчас надо поймать. Да ёп. Кап сбрасываю. Пошел. Мимо, да, пойдет? Ну да. Раньше сбросил. Так, ну одну цель поразил. Вот, а до тех не дотянулся. Что у меня там в итоге? У меня есть еще одна бомба. Он почему-то пуск разрешил, хотя я чуть, ну там на секунду раньше, да, сбросил, уже кап не попал. Было бы здорово, конечно, если бы я бы смог двумя вооружениями. Была бы еще бы ракеты, которые я зря потратил. Сейчас бы две цели поражены. Ладно. Сейчас надо уничтожить. Получается, я ликвидировал танк. Горючки 2000 килограмм. Александр, привет. Александр, все нормально, все такое. Сейчас 8 часов стрима, ну да как.
Я в отпуске могу себе позволить. Тем более симулятор. В смысле спать, когда я спал. Руку набью сейчас, задание будем выполнять за 20 минут, и все, и будет по 2 часа стримить. Ну, как правило, 20-минутный стрим просмотров не набирает. Поэтому благодаря большим стримам я рад вас видеть. Вы хоть видите мои стримы? Да, сейчас в наше время система такова, чтобы хотя бы твой стрим был виден для вас, если вас нету здесь, то приходится стримить чуть не 24 часа. То есть идет в основном на выдержку все. Ну, видишь, я справляюсь. Иногда ради активности я готов и 6 часов посидеть. Что такое активность? Активность — это вот вы приходите, пишете, смотрите. Но мне это не в убыток, я как бы не в ущерб, просто чтобы как бы ты, если ты так прям реально вот пишешь такой вопрос и прям так, ну, заволновался, то у меня все хорошо, все замечательно, у меня хватает времени на все. Я специально выбираю такое время, как бы, либо я днем делаю свои дела, потом вылетаю, либо вот как сегодня, я сейчас вылетел пораньше, потом днем буду свои дела делать. И при этом еще вечером даже смогу запуститься, если сделаю все свои дела. То есть как-то так. Блять. Так не хотел резервный аэродром использовать. Придется, походу. Начинаю потихоньку разворачиваться. Насчет летать на этом самолете, ДК самолет. Самолет здесь идет не от часов, а от опыта. Я набираюсь опыта на высотах. То есть не знаю сколько, но у меня есть выбор самолетов. Но пока из всех самолетов больше всех по серьезности. Мне нравится это. Я считаю, это самолет самый серьезный из тех категорий, которые я использую. СМ хоть и современный, но им неудобно работать с высоты, потому что у него ни стабилизаторов, роботов, ничего нету. По идее, тебе самому там надо заниматься вот этими штуками, наведениями, я имею в виду.
Вижу цель, блин. Надо атаковать тут. С высоты немного наберу. Есть захват. Ждем разрешения на сброс. До цели меньше 9 километров. Бомба пошла. Поражена. Симулятор нормально продуман, просто кнопкам надо привыкнуть, под себя настраиваешь. Не хочу в онлайн, мне не нравится онлайн. Зачем в онлайн заходить? Ну, мне нравится здесь играть. А чем там в онлайне лучше? Бокодварик, ну я понял, короче. Не, у меня, если есть онлайн, у меня есть сервер иркутовский, я там играю с ребятами. Я у них в команде, мы практикуемся, пилотируем. Сейчас у нас скоро боевые вылеты будут завтра. Завтра уже начнутся задачи. Поэтому есть где мне летать в онлайне. А что у нас получается? Да, так, подожди. А что у меня эти с 13 раза закончились? Ну да. Не, нету их. Все, у меня наземка вся закончилась. Воздух, земля, так сказать. Так, ну чё? Придется на моздок показать. Так что, Александр, рекомендую к нам в Иркут. Там интересно. Там и на вертолетах можешь полетать, на Су-33, если у тебя есть. Там все есть. Только там надо еще пилотирование хорошо показать.
Там допуски, там звание. То вот если хороший пилот, то тебе легче будет. Ты допуски получишь. То есть тебе дадут сначала обычного грача. Ты подтвердишь, что ты хорошо летаешь. Потом уже получишь какую-нибудь технику другую. Готов на такие испытания? Вот это будет интересно. Чего он у меня? Где аэродром-то этот? 24 километра. Это разве Моздок? Наверное. Скорость большая. И высота. Мне надо быстро. У меня цель начала движение. Но она, как всегда, начинает вовремя движение. А, подожди, я тогда здесь перезарядиться, по-моему, не смог. Он что-то тупит, этот аэродром. Сейчас опять такая же ситуация может произойти. Точно, я забыл про это. К сожалению. Подожди ты, со своей посадкой надо тормозить. Пока на этом уровне поддерживаться немного. Ну так что, Александр, заинтриговал тебя? Пойдешь на сервак? Да ты, по идее, стрим уже смотрел. Ты недавно на канале? Или, короче, стрима 3 назад. Стрима 3 назад я выполнял пилотирование на этом сервере. Завтра у нас уже будут задачи боевые. Так что смотри, если есть желание. Осталось 1500 килограмм. Ассистент, проверьте выпуск шасси. Ветер у земли 1.8.0, скорость 3 метра в секунду, посадочный 2.6. Попробуем на стоянку зарулить. Может, там перезаряжусь. Надо просто быстрее этим заниматься сейчас. 1.06. Заруливайте на стоянку.
Я летаю здесь на прогресс. То есть не просто так. Я объяснял в начале стрима, еще предыдущий, позапрошлый даже стрим. То есть здесь вот эти миссии, которые я выполняю, они идут в летную книгу. Уничтоженные цели, успешные полеты, успешные посадки, даже катапультирование засчитывается. Вот, со временем летчик получает медаль, и игра ему дает сама медаль. Неважно, где ты летаешь, можешь в компании летать, можешь на сервере летать. Вот, звание дает игра ему. Вот, но при этом я убрал у него уязвимость. Точнее, неуязвимость. И он... Но если я где-то просплю катапультирование и вовремя не отреагирую, он у меня может это погибнуть. В общем, еще учусь меньше разбиваться. Выдержку тренирую. Давай сюда зарубим. Серверов много, я посмотрел там в сетевой игре, что толку от этих количества серверов. Да, красавцы игроки, молодцы, играют, все. Ну а что по ним прыгать-то я не могу. Нашел сервер, сейчас вот один играет с ребятами. Какой смысл? Посмотрела вчера, как летают ребята. Я просто уходил на обед и думаю, зайду на сервак, пока пускай посмотрим полеты. Там 2 самолета Су-33. Просто вот на таком расстоянии крыло в крыло летели, офигенно. Молодцы. Настройки графики. Так, подожди. Сюда же, да, по-моему. Стрим бы еще отображал бы нормально. Не могу я качество стрима еще сделать прям в тютю, потому что у меня 3 трансляции идут. На ютубе, на твиче. Кстати, на твиче красивее графика отображается, сразу говорю. Если что, на твич можете зайти. У кого ютуб работает, я думаю, тихо твич. Так что смотрите. Там красивее график. Где тут еще? Можно что-то еще вывернуть в максимум? Прямо... Что еще можно добавить здесь? Я просто не знаю. Монитор надо мне 2К-шный, чтобы вообще было классно все, да? Так, ладно. Надо быстро. Ну, попробуем. Наземный персонал. Бомбы не надо. Давай вот так. Зарядить нет. Чем быстрее, тем лучше. Угу. Началось, блин. Нет возможности у тебя. Так. Сейчас будет мозги компасировать. Блин. Уже готов вот это все убрать отсюда. Чисто нары бы взял. Ракета, воздух и мыл. Все. Воздух, земля. Заправка по плану. Перезарядка по плану.
О, вроде принял. Почему-то FPS здесь 75 постоянно. Я не знаю, что-то мне как будто его блокирует. Здесь ограничитель стоит на FPS. Где-то, может, в NVIDIA, где-то в настройках. Я заметил в играх, где я ставлю вообще просто максимальный параметр. Вот она везде 75. Везде в Киберпанке 75. Как будто ограничитель где-то стоит какой-то, да? Почему вот именно 75? Вот объясните, вы разбираетесь в этом? То есть вот тут 75, 75, 75. И везде, не именно здесь. Во всех играх, где ставишь просто максимум выворачиваешь, у тебя везде 75. Не, ну мне хватает этого FPS как бы для трансляции. То есть помимо этого и стримы вроде более-менее записываются. Я играю, но просто можно ли больше сделать там до сотки, допустим, нет? Командир, борт заправлен. Будто что-то его ограничивает. Что борт заправлен, это уже хорошо. Это значит результат идет. Блин, надо его поймать. Сейчас надо по нему нарами отрабатывать, потому что тут времени вообще нет. Ну да, вот, кстати, вот насчет монитора, да, ты мне напомнил. Скорее всего, может, это из-за него. Вот. Надо себе другой монитор брать. У меня монитор был еще, этот монитор брал, когда я играл на видеокарте 1050. Сейчас-то я, считаю, 1080 поиграл на ней, 1080 Ti, и сейчас вот 5070. На 5070 можно смело брать 2К-шный монитор и кайфовать. Ладно, запуск. Ассистент, 106. Запуск. Вертикальная синхронизация настроек. А где она здесь? Там, где разрешение должно быть, да? А, да. Включена. Надо будет ее выключить, да? Она даст прирост, да? Если ее убрать. Кстати, в других играх я ее вырубал. В некоторых. Вот, допустим, игра есть Escape from Tarkov. Там я ее вырубал. Ну, что-то особо она там не помогала. По-моему, там прирост 5 FPS. Все. Мне что нравится вот в этой игре, что здесь можно, если видеокарта у тебя нормальная, здесь можно кайфовать. А есть вот игры, там хоть любую видеокарту ставь, если оптимизация говно, но твоя видеокарта ничем тебе не поможет. Я в последнее время с такими играми и сталкивался. Вроде как бы процессор, он у меня не новый, конечно, но он у меня вывозит нормально. Видеокарту нормально тянет еще ее. Но вот заходишь в игру в саму, вот, допустим, тот же Киберпанк, там оптимизация что попало. Да, я видел, она включена, но надо ее вырубать будет. Оптимизации там нету в Киберпанке. Вот с людьми смотришь, а лица у них картонные вообще. Когда начинаешь общаться с персоналом, что он так медленно? С персонажем 1 на 1 в ролике, тогда у него там и кожа прорисовывается, и все. А мимо вот этих человечков ходишь, они вообще, блин, ну, просто одеты так стильно, там, допустим, да, а лицо не особо прорисовано. А жрет, ё-моё, блин. Игра синхронизуется под частоту монитора. Смотри, а чем хуже, если вырубить синхронизацию? Минусы какие-то будут тоже? Может, картинка хуже будет показываться. Там же тоже какие-то минусы. Ассистент, 106.
запуск. Ассистент, 106. Руление. Блин, ну надо это. Даже стой. Посмотрю. Это мне же надо будет налево на перекрестке. И до самого конца. Здесь синхронизация, оно все изначально включено. Я не трогал там ничего. Я единственное выставил, здесь нет вот именно параметра ультра, здесь высокое ставишь и потом смотришь. Так же как вот в игре War Thunder взять, там выставляешь графику кино, он тебе не ставит кино, он тебе ставит ее просто полувысокую, полуультра, то есть там, допустим, дальность, эффекты ты уже сам подтягиваешь до самого максимума. Также здесь вот ты высокую ставишь, она не ставится здесь на высокую. Я уже сам подтягивал эти параметры все. Вот, а еще тут, если играть на обычном сглаживании, так себе вообще вариант. Здесь надо DLC врубаешь, DLC с двумя эсками. Резкость выворачиваешь в максимум. И тогда ты кайфуешь. Просто сразу каждая текстурка прорисовывается. Ну, кто-то использует такие настройки чисто для картинок. Чтобы фотографировать, делать за эти заставки. Не знаю, мне играть нравится в такой. В War Thunder тоже графику кино, когда ставишь, там графика такая красивая, прям. Там тогда больше будешь реагировать на графику, чем на игру. Нет, этот монитор не 140 Гц. Надо будет монитор другой. Главное, чтобы размером таким же найти, но 2К-шный. Потому что у меня тут габариты монитора должны войти в рамку. Да и большой я сильно не хочу. Тогда его на стену надо вешать. И буду я так сидеть. Я раньше в юности Counter-Strike играл. Любил. А там вот эти мониторы были 17-дюймовые, квадратные. Просто вообще так классно было играть на них, именно вот в Counter-Strike. Потом взял себе широкоформатный. Вообще не то. Угол уже другой какой-то, ну как бы обзор. Все какое-то, блядь, не знаю. Ну квадратный уже не сделать. Вот. А почему тот именно квадратный давал вот этот эффект, ты лучше врага видел и в прицеле, и вообще ты его вылавливал лучше, чем на широкоформатном. Ну, раньше так казалось. Короче, из-за монитора, блин, я стал плохо играть потом. Я заметил. А вот на квадратных я хорошо играл. Ясно. Короче, вертикальная синхронизация зависит от монитора. Чем лучше монитор, если монитор лучше, то лучше ее вырубать, да? Вот. Спасибо за объяснение, буду знать. Я монитор не обновлял, поэтому... Ассистент, 106. Взлет. Я, по-моему, за полосу даже заехал, не? Вот здесь, по идее, должен был взлетать. Ну ладно, у меня времени нету. Мне надо быстрее вылетать. Один, да, я один лечу. Вопрос такой задал. Ты один?
Не, ну хочешь, составь компанию, на крыло садись тут. Подброшу. Я эту игру вспоминаю, эти поршневые самолеты-то в Battlefield играли еще в то время. Нифига там прикол был. Просто на крыло запрыгиваешь, начинаешь взлетать. Ну там это сбрасывает все равно игрок, типа соскальзывает. Ну, взлететь с игроком получалось. Он у тебя на крыле сидит, стоит, точнее, блин, забавно так смотрелось. Да. На широком формате враг меньше пикселей занимает. Ну, у меня у друга широкоформатный. Он такой по высоте, наверное, как мой, но зато растянутый такой. Нравится ему. Так, вот он, лавка. Надо его как-то поймать. Шнарами по нему отработать. Здесь уже можно на низкой высоте поработать. Фишка в том, что даже если я его подобью, он дальше поедет. Потому что он один. Мне, знаете, вот что не нравится в этой игре? Здесь нету критических повреждений для наземной техники. То есть самолету, допустим, можно что-то отбить, и он падает. А машине колеса не отобьешь. Пушку не сломаешь. То есть просто вот у нее идет вот этот сплошной ХП и все. Даже вот у нее бывает красное остается, дэмэдж, ну там уже здоровье красное. Она просто дымит и едет. Вот это вот единственное, что мне вот именно в бою не нравится. Что здесь вот эта тема не продумана. Сейчас я попробую на... Вот я, кстати, сейчас на низкой высоте полечу. Я сейчас редко летаю на низких высотах. Заодно, кстати, посмотрим. Он где-то здесь рядом получается. Тоже момент такой. Вот так вот надо будет сделать, да? И чуть пониже. Где-то здесь страйкер. По-моему, я его вижу. Нет, это машина. Маленькая какая-то. Так, скорость 500. Самая большая. Он, по-моему, страйкер едет. Или вот он. Это вот он. Все, цель цель поражена. Не стал я заниматься снайперскими поисками. Ну, значит, 75 Гц у него. Все, спасибо большое за объяснение. Значит, буду знать. Я маленько сидушку поднял. Сейчас я его обратно верну. Тоже удобно иногда. Ну, на LC не видно потом значения высоты и скорости. Но при этом зато видно хорошо прицел. Чем вот так вот потом подниматься и смотреть в него по трекеру. Лучше приподняться самому в кабине. Все, я понял принцип работы этой всей темы. То есть монитор роль играет на FPS. Угу.
Да и ладно, 75 FPS достаточно. Главное, чтобы вниз не уходил. Я думаю, для стримов 60 FPS, 75 FPS, при том, что еще игра 75 выдает, нормально. Видеокарта, да, RTX 5070. Хорошая видеокарта. Тихо работает, не греется. Небольшая такая, прям компактная для корпуса. У нее корпус маленький. Она хорошо зашла вообще. После 1080 я еле вытащил оттуда. Она же у меня там застряла, блядь. Капец, она здоровая. А шумная была. А ноги как грела, ё-моё. Так, возврат на базу. А сколько до туда расстояние? 7 где-то. Еще не факт, что я попаду сейчас в него. Да, по-моему. Нальчик у меня. Нальчик, 106, возврат. 106, Нальчик. Надо разворачиваться, я против иду. Удаление 8-0, давление 7-2-2, запятая 7-9, посадочное 2-4, занимайте высоту. Ой. Блять, вот сколько делаю эту миссию, она все равно всегда сложная, потому что они движутся цели. Вихрем проще их уничтожать, движущие цели, конечно. Ракеты вихрь. Просто держишь в кругляшке на низкой высоте, летишь и все. И чекаешь их. Вот когда работаешь ракетами 25, да даже Х-29 тоже свои сложности. Да, нужен монитор 2К, я согласен с тобой. Но я сейчас джойстик себе взял. Жду сейчас с 10 по 15 число, когда заказ придет. Вроде уже до страны доставлен. Сейчас осталось только дождаться, чтобы его доставили в ПВЗ, пункт выдачи. Вот. Да, есть в планах джойстик взять. Ой, джойстик, говорю, монитор сейчас приобрести. Но у меня уже так глаза привыкли к этому монитору. Я сейчас представляю, если я возьму какой-нибудь монитор, который вообще будет чистоту прям выдавать офигенную, тогда я слишком погружусь в игру. Просто, допустим, если игра какая-нибудь серьезная, еще и графика красивая, затягивает, реально затягивает. Даже таких взрослых дядек, как я. Ну, если постарше меня играть, конечно. А я говорил, когда я в симулятор начну играть, мне еще тогда говорили, что ты в ДКС не играешь. Я говорил, что я это закодировался от нее. Сейчас опять срыв произошел. У тебя 16 гигов памяти. Ну, у тебя хорошая видюха тоже. Тяйки-то они покруче будут. Ну, разница в моей видеокарте с TI-кой, моей же видеокарты только с TI-кой, это память. У меня 12, там 16. Ну, блядь, и ценник в 30 рублей плюс. На тот момент я даже как-то не планировал видюху брать. Я просто шел, думаю, зайду в магазин на электронике, ну, компьютеров, посмотрю видеокарты, сколько стоит. И тут просто взял и все.
А потом смотрю, они на Авито все. Ну, у нас Авито есть. Я просто не знаю, а с какой вот страны, с России, нет? В России есть Авито. Это место, где туда выкладывают. И, кстати, магазин там тоже продают. Барахолка, ё-моё, электронная. Ну, все, и там я смотрю ценник на 10 тысяч меньше, я там подороже брал. Я думаю, блин, да ну ладно, взял, да взял, что теперь. А 1080 Ti-ку приобретал, я за 60 тысяч брал когда-то. Потом время проходит, оно, блядь, стоит 15-20. Ну, не знаю, мне понравилась видеокарта. Правда, она горячая, блин. Мощная она. Такая, я бы сказал, до сих пор еще современные игры вытягивают. Я помню, тут забавлялся. Первые разы, когда играл. Это было год. Я же играл, я начинал в эту игру играть, я не первый, вот сейчас играю в нее год. Сколько я играю сейчас? Месяц, два? Это не первые разы. Я же раньше играл, у меня стримы есть по ней. Вот, ну, блин, я такое вытворял, это просто пипец. Вот что значит War Thunder, видать, наигрался в то время. В общем, не любил летать на высоте, я любил летать на низких высотах постоянно. Как раз вот на тех, где те зенитки достают. И вот привычка была, я помню, тоже клавиши осваивал. Короче, раза два, наверное, у меня 3 получалось так, что я не те кнопки нажимал, и вот это фонарь, он открывался у меня, и крышка улетала. И я просто летал с открытой... Я все ржал тогда, о, смотрите, Су-25 кабриолет. Да, а в чем особенность? Да, ты можешь так летать, как бы, но самолет так жестко трясти начинает, особенно при посадке. Ты весь вот такой сидишь в этом самолете, блин, весь. В общем, такой эффект. Ну, блин, эффект тряски, кстати, классный вообще. Я еще из-за этого, я потом специально даже пару раз так сделал, чтобы только он потрясся. Мне почему-то нравится эффект тряски в самолете, не знаю. Именно в игре. В жизни нет, не знаю. В жизни, я думаю, пилоту не очень комфортно, когда его трясет. Я вчера еще наткнулся на ролик. Кстати, в начале стрима здесь сейчас пару роликов включал-то. Смотрели полеты F-16. В кабине камера была. Вот. Потом Су-57 смотрели, как летает. И вчера ролик был. Это где-то в Твери, по-моему, Тверская область, что ли, есть музей. Там вертолет еще остался, Ми-6 из СССР, и они его восстанавливают сами, ребята, сейчас. То есть его как там посадили, его забросили, этот вертолет, а они сейчас его... Короче, я так понял, нет, они не там его посадили. Я понял, они его из Москвы доставили к себе в музей. Вот, и там, я так понимаю, как специалисты, которые занимаются ремонтами вот этих. В общем, они его почти восстановили, вертолет. И вот там вот этот запуск первый снимали с вертолета. Ё-моё. Это пипец просто. Они когда его запустили, там такая тряска жесткая была, и вертолет, такое ощущение, как будто вот он стоит, и он сам уже на месте начинает уже... Чуть уже не крутиться. Это такая нагрузка, я думаю, для пилота. Да пипец. Это постоянно в этой тряске находиться. Это я вообще не представляю. Вот так вот в нормальную жизнь ведешь домой, да, и до сих пор трясешься, наверное. Это надо видеть. Они, эти операторы, снимают, и они, у них камера ходуном, они все ходуном. Просто...
Ну, это вертолет считался, он как грузовой, тяжелый, да, вертолет Ми-6 это. Ну, запустили они его. Правда, не полностью. Там что-то чисто проверка была у него. Так, я правильно иду-то вообще? Я потерял себе. Почему Беслан? Какой нафиг Беслан? Ну, пожалуйста, выставился не на то. Так, это мне сейчас надо развернуться и лететь в противоположную сторону. Сколько горючки? 2. Нормально, 800. Поэтому... ну подожди, я же Моздок запрашивал. На Моздок приземлился, перезарядился. Все, сейчас залетел. У меня курс уже посадки на мой аэродром давно сбился. Вот, единственное, мне может помочь это ППМ-1. Даже, подожди, какой ППМ-1? ППМ-0, да? Да, вот надо было его выставлять и лететь на него, а потом уже искать аэродром. А я не так сделал. Сейчас самолет сбалансируем и полетаем на низких высотах. Посмотрим как. Я летал на низкой высоте с такой графикой на карте Марианы, острова Марианские. Мне понравилось, красиво там все было. Вот, я летал на самолете Су-25 СМ-3 здесь в игре. И там вот здесь смотришь, стекло как стекло, а там еще вот эти отображения, блики там вообще классно сделаны. Спасибо Алексею, тезке, автору этого самолета. Очень графически смотрится, эффектно. Если интересно, можете посмотреть ролик здесь на канале. Я вчера его оформил. Где-то на... Сколько там идет-то по времени у меня? На 15 минуте, по-моему. Где-то от 10 до 15 минут. В этом пределе надо посмотреть. Там красиво, реально. Там запись идет вот именно не отображение от стрима. Стрим размывает, а там вот прям запись идет почти от монитора. Летаю. Сколько я летаю, получается? Сколько у нас? Месяц уже, да, стрима? Ну и год паузы было. До этого тоже летал. Да, особо как бы недавно. Я считаю, по моим навыкам, которые я получил в пилотаже когда-то, и это даже не полеты были, а развлечения. Вот. Я только сейчас начал уже вот, к ребятам на аэродром попал, к ним, они там тренируются. Уже что-то начал, приборы как-то знать, все вот это. Поэтому будем считать, что относительно недавно летаю. Здесь, видите, поля в основном. Там красиво, там горы идут и города в тропиках. А здесь до городов надо еще добраться. Зафиксируется, ну, так, чтобы высота не уходила. Хотя будет так. Оп. Вот.
Мгм. Полей много, да, на этой карте? Степи, полей. По ним как-то особо не замечаю изменения, только на высоте они четко отображаются. Как бы обычно, когда графика не четкая, она это мылит. Если посмотреть стрима 3 назад, мыло было. Я просто не знал, что надо выставлять DLC еще резкость. Л-39. Угу. Я хочу его сопроводительным сделать для своей компании, которую сейчас делают потихоньку. Так, возврат. Смотри, вот он показывает нулевой ППМ. 32 километра. Перещелкнул. 30-ка была. Вот он, по-моему, аэродром. Вот сейчас мы можем выставиться на возврат. 16 километров показывает. Нальчик аэродром находится в городе. Полоса там не сильно большая. Поэтому там надо будет не накосячить. Городской аэродром, я бы сказал, назвал бы именно аэропортом больше. Но это аэродром, военный аэродром, именно прям в городе. Создал себе квест, конечно. Ну, в плане, сейчас бы уже просто бы сел бы и полетели бы на следующее задание. Ну, тут перелетами занимаемся. Что там остается? Так. Показывать выше. Сейчас посадка сработает. Курс посадки. Вижу полностью. Скорость большая, надо маленько сбросить. Рекомендую играть без маркеров. Сразу глаз набивать. Потом будете лучше видеть. Конечно, еще от монитора зависит. Я думаю, если бы у меня бы монитор был побольше герцовый, мне бы еще бы проще было бы видеть все. Но сейчас вот точности, когда добавил резкости DLC сглаживания, я теперь сдалека, даже без приближения, вот могу полосу увидеть. Убрал. 106. Работайте с посадкой. Угу. Тряска, ну такая.
Высота большая, ниже не иду. Хотя нет, если смотреть прибор, вот этот, он наоборот показывает, выше надо. Тихо, тихо. Надо этот лес победить. 106. Мальчик, проверьте выпуск шасси. Ветер у земли 180. Скорость 4 метра в секунду. Посадочная 2-4. Все, тягу не трогаю теперь. Я маленько с края решил приземлиться. Как водитель по правой полосе. Заруливайте на стоянку. Но у меня все вместе сейчас 186 гигабайт. У меня интернет более-менее, я поэтому загрузил. У пацанов долго она грузится. Здесь же, видишь, как бы... у меня раньше стимовская стояла. Потом, когда грача мне пацаны подарили, сами, а я ее только мог подарок взять в обычном на сайте. Кстати, в стиме тоже, по-моему, можно активировать. Короче, я стимовскую убрал, я его установил сайт и все. Кто его знает, вдруг у стима какая-нибудь неполадка, да, и сайта можешь запустить. Единственное, на сайте у меня почему-то какая-то ерунда иногда срабатывает. Если браузер запущен и какой-то сайт, начинаешь запускать ДКС, он тебе авторизация не выполнена. Запуск типа как в безопасном каком-то режиме или в бесплатном, я так и не понял, в чем прикол. Приходится из игры выходить, перезапускать, браузер закрывать, и потом все нормально. Че к чему, не знаю. Вот при открытом браузере почему-то лаунчер игры не выполняет авторизацию у меня. Даже тебе авторизироваться надо будет. Смотри, все работает. Это, кстати, я вот эти условия создавал сам. Вот здесь же оно работает. Почему в тех миссиях мозги компасируют? А в компании завершение вообще по-другому работает, да? Там, получается, сам выходишь и завершаешь. Все, миссия выполнена. Пойдем, полетаем. Еще миссия на результат. Там уже боевые будут. Сейчас. Слушай, а если мы ночью поработаем, то все, утром... Хотя нет, ладно, не буду. Можно ночью слетать на задание, но там ничего красивого. Темно. Шквал только будет с ночным видением светиться. Здесь есть выбор.
То есть здесь можно выбрать самолет Су-25Т, можно выбрать просто Грача. На Граче я буду летать тогда, когда мне придет джойстик. Попробую, потому что мне нужны управляемые ракеты. Поэтому пока только на Тэшке летаю. Ладно, здесь сейчас задача. Ну, тем более пилота, раз я собрался качать, то лучше на Тэшке уже звание получать, да все такое. Так, вылет, значит, сюда. Здесь вот наши, получается, пехота, танки. Здесь враг. Все цели будут на карте отображены, которые надо будет уничтожать. Ну да, там сложности. Вот когда летаешь ночью, да, шквал он светится классно, ну а так-то ты ничего не видишь. Тебе же надо район-то как-то зафиксировать, чтобы шквалом регулировать. Вот этот кругляшок по темноте, вот и угадай. А если нет, одно дело, если это город, аэродром, то там оно все светится, да? А если это поле, степь, ты ничего не увидишь. Вот, здесь миссия по-разному работает. То есть, бывает, наши бьют, вот эти бункера уничтожают быстро. Бывает, приходится мне с самолетом. То есть, мои задачи основные, это вот все вот эти выделенные цели. БТР-80, Шилка, Урал с зенитной установкой, Шилка. Еще БТР-80. Давай его заменим. Как будет танк Т-72. То одни БТРы стоят. Здесь артиллерия с пехотой. Миссию переделал под Грач. ПЗРК убрал. Здесь раньше ПЗРК было где-то 3 расчета минимум. На высоту спускаешься где-то меньше 3700 и все, начинается по тебе. Ну, на Граче это на такой высоте летать, это полный бред. Грач, ему низкие высоты нужны. Так что вот они, зенитки. Мне вот что нравится работать, это когда скопление техники и фабом отрабатывать. Но фабом надо со средней где-то высоты. Уже высокую не возьмешь, потому что он уходит. Там надо учитывать ветер, направление ветра, все вот это, направляя самолет, чтобы прям у тебя идеально шел. Поэтому, ну, самый оптимальный вариант тут мы сбрасывали с 2000 метров, еще более-менее не выше. Так, ну что, здесь можно вихрь зарядить. Попробовать. Что у него тут? А, ну у него вот вооружение, значит. Дополнительные баки, вихри, 25-ки, нары. По идее, вооружение нормальное, пускай такое будет. Можно не менять. Оп. Такой камуфляж поставим. Угу. Можно бомбы даже попробовать. А зачем нам 25 МЛ? Давай бомбы попробуем. Только не кабы, а фабы, наверное. Так, а на этот пилон топ... А, о, на него баки вешаются. Значит, сейчас вот так сделаем. Сюда топливные баки, а сюда 500-е фабы. Да-да-да, работал. С кабрированием, скоплением. Да-да-да-да. Ну, видишь, Грач, там, где мы сейчас проходим, я же, видишь, еще как бы готовлюсь к миссиям выполнения именно той кампании дальше, чтобы играть. Там на Граче не получится летать, там его собьют быстро. На Граче лучше летать вообще на высоте, блядь,
Меньше 100 метров. Единственное, зенитки начинают тебя срезать. А если эти шилки еще стоят, то это вообще капец. Они как пила. И все, и нет у тебя крыла. Вот тоже вот. Че, уже снег падает. Не успела зима начаться, уже, блин, с крыши летает. Я вот думаю, как вот на пилонах, где бомбы расположить. Либо наоборот, на третьих пилонах расположить бомбы. Не, самый оптимальный вариант бомб, чтобы они были ближе к корпусу. Я так думаю. Наверное, да? Кто разбирается в этой теме? Ладно, пускай будет так. Что у нас там по погоде? Да, зимняя погода, декабрь. Ветер даже здесь. 10 метров высоты, это 2 метра, 4 и по нарастающей получается на 2 метрах, на 2000 метров. 5 метров в секунду, да? А температура минусы 5. Минусы 5, 4. Обычно там минус 5, минус 6, а здесь минус 5,4. Вылетайте в указанный район и поддержите наступление пехоты, короче. Ладно, полетели. Все на статистику, все набиваю пилоту, так сказать, это, чтобы у него побольше было целей и выполненных задач. Чего, ПТБхи? Че, хорошие бомбы? Я еще ими не пользовался. Подожди, ПТБ где-то... А, вот такие. Кластерные. А давай попробуем. 500-ка же есть, да? Вот. Слушай, по-моему, она очень мощная будет. Так, подожди, а там какой тип ИГО? Два типа 500-е. Есть вот такой. Есть такой. Этап 1М. Вот это стоит, да? Я как бы особо в них тоже пока не разбираюсь. Да, они здоровые такие. Слушай, а по весу нифига они поменьше фабов будут. Смотри, ну видишь, добавляю. А там пришлось убавлять нормально горючки, чтобы вес был нормальный. По весу-то они будут потяжелее фабов. А работа как и фабами, то есть зафиксировал и все, и пустил потом, когда уже приближаешься. А высота большая нужна. То есть это наоборот для высоты. Но это да, мне как раз вот для высоты-то и надо. А сколько высота у них максимальная? Надо почитать будет в энциклопедии, в игровой, на какой высоте их можно использовать. Ну, все, пойдем.
Минимальная высота 400 метров. Ну, расстояние до цели, да, 400 метров. Ну, это высота, с бомбами это высота лучше. А максимальная. Мне главное максимальная, потому что я-то иногда рвусь на высоту. Ну, здесь разведка нам сказала, ПВО вроде нету. Правда, кроме зениток. Но мало ли что, разведка может ошибаться. Я тогда тоже как-то расслабился, думаю, ой, да их там нету, а. Потом как дали мне с ПЗРК и все. Сейчас не знаю. Так, этот типа сопровождает меня, но я не... Че, ему первому надо? Стой. Здесь почему-то первый, точнее, кто тебя сопровождает, он первый взлетает. Почему-то система такая. Хотя, если логически рассуждать, он же тебе сзади за тобой летит. Зачем ему первому взлетать-то? Не знаю. Таковы правила, наверное. Один. Взлет запрещаю. 1. Краснодар. Взлет по готовности. Отход по схеме. На 300 по давлению. 7, 5, 6, запятая 8, 3. Сейчас надо развернуться. Я в противоположную сторону лечу. Вообще здесь система сделана так. Через аэродром сейчас пролет сделаем. Ну, это все, выйдем на курс.
А мне зима нравится в игре. Я хочу побольше зимних миссий. Ни хрена себе 16 километров, офигеть. Это хорошая дальность. Ну, они же, видишь, в цель-то не летят. Рядом, то есть надо учитывать, я говорю, ветер еще. А оно же как получается, чем выше, тем ветер сильнее, ну. Вот там вся особенность. У нас сейчас тоже так, снег уже упал, уже маленько это зафиксировался, уже приятно. Погода такая зимняя. Ну, обычно как вот, когда еще зима начинается, вот эта осенняя погода, вот эта слякоть, блин. А когда снег укладывается, становится как-то вот состояние такое, как будто уютно, знаешь, идешь, зима такая, где-то сугробы, где-то снег такой прям пышный. Обожаю такую погоду. Меня выходит со мной полететь. Тоже вот интересно, да, если по курсу лететь, по компасу, то вот я должен так идти. Если лететь по ЛС, то круг показывает чуть-чуть сюда, пониже. Сейчас вот он меня выводит на курс по компасу, выравнивает. Все. ПП мы первый прошли. Выходим на курс. Сейчас эту миссию пройду. И все пока. Надо отдохнуть. Потом вечером еще встретимся. Ребята удивляются, почему такие стримы по 6-8 часов. Да потому что задание хочу сделать. Не люблю бросать дело. Думаете, я прям кайфую заново миссию по 10 раз играть. Поэтому я говорю, вчера опять все это позатягивалось. Оно бывает сразу получается, бывает, не знаю, может погода нелетная. Вчера, да, мы летали, там погода вообще нелетная. Одни облака, я заколебался там выискивать эти пробелы между ними. Сложная миссия была. Здесь вот еще бывают моменты, допустим, там, где есть лазейка между облаками, чтобы их победить. Вроде это... Начинаешь заходить, думаешь, ой, сейчас там я им покажу. А в итоге тебе хоп, и солнце светит в шквал, и что ты им покажешь? Были такие моменты.
Захожу, вроде все, вот она, на блюдечке цель. Начинаешь шквал смотреть, у тебя белым белок. Просто что делать-то? Можно было вот так рукой прикрыть. Нельзя. То есть... Ты начинаешь угадывать направление. А ниже высоту брать уже опасно, тебя собьет. Поэтому вот мы и стараемся. Я работаю, стараюсь здесь это в игре. Так, чтобы и самолет не сбили, и я смог задачу выполнить. Просто летать на авось, ну, мне как-то неинтересно сейчас. Повезет, не повезет, мне на удачу. Да, вот со снаряжением пока с некоторым на удачу, потому что надо оттачивать вот именно с бомбами работу. Кабы, да, кабы вообще летят в цель хорошо, тем более если эта цель стоит, и ты правильно самолет будешь вести на этот курс к этой цели, он попадет. А вот ФАБ... Почему-то с грача у меня даже вот с обычного грача фабы сбрасывать лучше получается, чем на вот этом самолете. На этом самолете вот фабы у меня не получалось в цель закинуть, они все рядом постоянно падали. Там мне больше нравится вот именно в граче прицел. Когда ты заходишь на цель, делаешь зажим, узко, выводишь на курс цели самолет, и он сам тебе писк дает, типа сброс. Там проще как-то с этим. Здесь я так и не понял эту резку, как она должна по центру круга быть, до круга, или проходить этот круг. Вот. Непонятно. Уже так и так пробовал делать, и все равно какой-то недолет, блять, либо перелет, либо вообще. Ну, сейчас будем практиковаться с этим. Я более такого среднего расстояния хотя бы лучше S-12 использовать, дальше будет траектория полета побольше по расстоянию. S8 их надо ближе брать. Ну что, добрался я до места. Заходим правее туда. Где мои-то тут товарищи? Блин, слушай, по-моему, я сейчас под ними пролетать буду. А, все вижу. Вон тот город. Здесь вот мы сейчас будем проводить атаку. Значит, здесь на окраинах везде вражеские позиции закреплены. Наши, получается, вот здесь. Вот они, дымки идут, заводы. Здесь закрепились. И вот сейчас вот надо будет, отталкиваясь от их позиций, работать по вражеским. Сразу оценю сейчас обстановку на карте, чтобы понимать, какие цели уничтожены, какие нет. Вау, спасибо, ребята. Вы мне все оставили в этот раз. Щедрые. Тут еще БМП даже целая, офигеть. Блин, бомбой что ли попробуйте туда забросить ее. Значит, сейчас на шквале зафиксирую область, где находятся мои цели, и по шквалу мы попробуем добраться до этой позиции и сброс сделать.
А вот он, кстати, лес этот. Могут выйти на него. Ладно, отходим пока. Точнее, выходим на боевой. Надо будет расстояние. Вот я вижу эти районы. Где наши? Да что такое? Кто-то сейчас вынос даст в полете, нет? Ракета, поди, сейчас прилетит. Вот, теперь надо сейчас вырулить к ним. И с их позиции хорошо зайти. Так, я помню, цели там расположены. Получается, их лес закрывает. Если я сейчас зайду, допустим, пойду влево, то мне будет неудобно на них выходить. То есть они справа хорошо открываются. Высота 4300. Блин, ну придется высоту снижать. Вот, единственное, там зенитки идут. А еще у нас здесь шилка. Видите, у нас. По-моему, у нас техника наша, и у них техника тоже, которая излучение дает. О, видел трассера. Зенитка где-то работает. Так, блин, ну я снижаюсь. Для бомб. Высота. Ну где-то давай попробуем зафиксировать ее 3500 хотя бы. Придется подниматься. Вижу цели, уже захват выполняет. Буду работать. Ну давай по вот этой цели. Почему-то он ее захватить уже хочет. Я думал, это по мне. Маленько с уклоном иду. Я думаю, зенитка по мне стреляет, повернулся. Нет, надо сейчас мимо пройдет. Вообще ушла в молоко. Ушел, я начал маневрировать, я сначала подогнался, я думал, зенитка по мне стреляет, у меня еще березка. А может и по мне стреляла.
Перевес идет на правое крыло, у меня же там бомба еще осталась. Поэтому я маленько его подровнял. Ну что, давай попробуем еще сброс сделать. Вот я поэтому и не снижаю. Зенитки, они уже работать начинают. Опасно, блин. Скорость большая. Ну, пожалуйста, вот засвет наблюдаем сейчас на шквале. Бывает вот если так вот сейчас, если с направления идти, сейчас я посмотрю. Если зайти с направления юго-восток, то мы будем кайфовать за светом на шквале, уже нифига не увидишь. Нет, кстати, иногда даже из-за света вижу все равно, но все зависит от того, как солнце попадает. Бывает видно, бывает вообще не видно просто. Вот отсюда видно эти 3 квадрата. Вот они с дымками. И вот от них там вот лесок идет между ними и городом. Вот надо будет сейчас туда опять целиться. Тоже вот не знаю, какую здесь высоту лучше использовать. Допустим, в компании понятно, там 4 оптималка, а здесь вот 4 много. Зушки они берут, где-то двушку они точно берут. Видите, вот с этого направления заходишь, цели закрываются. Вот в чем фишка. Тоже вот момент. Да, попробуем нанести удар БМП. Она открыта. По БМП. Чуть вправо ушел, все, отклон. Вот я вот сейчас зажим делаю и веду вот этот на ЛС резку в круге, пытаюсь держать. Ну, сейчас посмотрим, как будет. Сброс пошел, но опять же, видите, маленько отклонилось. Все же.
идеально не получается. Я говорю, здесь сложнее вот держать самолет, чем на граче. Грач проще держится. В этом плане. Рядом упало, но цель не поразил. Ну, кстати, сейчас точно попадание было. Зенитка работает. Уходим. Тихо, тихо, тихо. Да-да-да, я знаю, она работает. Ну, вот у этой бомбы больше шансов на победу, да, я так понял? 51 повреждения вообще. Ни дот, ни аванпост. Горючки 300. Ладно, что тогда, переходим на ракеты Вихрь. Давненько я их не использовал здесь. Ну, этими придется высоту снижать сейчас. Блин, зениткой что ли атаковать первым делом? Мне надоели. Сейчас попробуем зенитки в шквал выследить и нанести по ним нарами удар. Мне иногда нравится через него наблюдать, как я лечу. Классно так смотрится. Так, а что здесь? Зенитки смогу выследить с этого направления? Интересно. Работать прицельно буду, не хочу зря нары тратить. Прицел использую так, чтобы виден был шквал. По шквалу ориентируюсь. Так, ну что, тягу придется убрать. Уже начинает разгоняться сильно.
Рядом. Но не поразил. Зенитку только повредил. Блять, ниже надо было брать, наверное, да, еще. А они, блин, далеко так стреляются, офигеть. Либо перелет, либо недолет. Первые пуски попал, эти не попал, да, получается. Жалко их мало, да? Сколько выстрелов я сделал? Вообще ни о чем, да? Ничего. Сейчас прицельно отработаем. Иногда мне даже на зенитку вихря не жалко. Не, кстати, я сейчас прицельно работал, просто я не стал близко подлетать. Рисковать я не хочу. Зачем мне в лоб лезть на ЗУ? Так, не забыть. Я поднялся опять немного. Оп. Мне самому лень вот так вот, блин, выпрямляться. Я лучше поднимусь в самолете, посмотрю. Примерно заметил дорогу эту опять, по которой работал. Она такая полукруглая, есть захват. Так, здесь стабилизатор горизонта врубаю, чтобы навестись. Вижу первую зенитку, вижу вторую зенитку. Давай работаем по этой зенитке. Так, дальномер, ограничитель убираю. Тягу в ноль, делаю пуск. Пошла. Цель поражена. Ищу вторую. Цель захвачена. До пуска 3, 2, 1. Пуск. Врубаю ЛТЦ, готовлюсь к маневру. Ухожу в сторону. Все, зенитки устранил. Теперь есть подход к городу. Нужно будет сейчас работать дальше. Так, пока самолет набирает высоту, сейчас его стабилизируем, и мы сверимся дальше. Так, давайте отработаем вот эти все цели. Сейчас уничтожим блокпост, наверное, да? Затем надо будет устранить все цели здесь. 3, 4, тоже 7 ракет. И здесь еще 3. Ну, я думаю, мне хватит боекомплекта. А, там 4, да? Тихо. Сколько осталось? 7 штук здесь. 14 ракет. Горючки. 2600. Горючки может не хватить. А, ну, блядь, иди нафиг отсюда. Про тебя-то я забыл, братишка. Ну ладно, сейчас боекомплект мне сэкономит. Смотри, что делает. Сейчас тут будет бушевать. Что-то
Так, что там в порядке у меня все? А, что, тяги добавим? Блин. Насыпал, да? Я забыл его удалить, надо было удалить с карты. Он сейчас там будет все разносить. Вот это еще тот тип. Отлично, да. Просто месяц за все. Думаю, возьму-ка 20 человечку поставлю когда-то помочь. Смотри, оп. По нему из дота стреляют, это дота его отстреливает. Какой аккуратный, а? Ну ладно, давай, я тебе помогать буду. Раз ты мне начал помогать. Я думаю, все мне. Нет, нахрена. Это жадина, говядина и шута. Вихрем могу поразить 3 цели. Но все зависит от видимости. Все зависит от, если снизу ПВО, которое может мне прервать этот великий процесс. Так. Оп. Три цели мне оставил, красавчик. Че, поехали. В приоритете БМП. Делаю пуск. Здесь закрылки можно маневренную сделать пока. Так, БМП поразил. Перезахват. Дот. До пуска 2, 1. Пуск. РТЦ врубаем. Цель повредил. Следующая цель. Не захватывает. Ухожу. В лучшем случае еще как бы когда вихрем работаешь, на высоту смысла лезть нету. Берешь низкие высоты и летишь низко, потому что если, допустим, в зоне ЗРК по ЗРК, то ты уже на высоте только им покажешь себя. Блин, а этот не захватывается. Так, дот не уничтожен до конца. А этого не могу цель зафиксировать. Бункер не получится его выполнить. Его надо бомбами уничтожать. Набор высоты. И заход на второй и на дот. Надо добивать. Так, что у меня осталось? На этом пилоне у меня осталось 6 ракет. На этом пилоне 6. 12 ракет остается.
Трачу еще одну ракету сейчас на блокпост, дот уничтожаю. И ухожу работать дальше по целям. Бункер пока останется. Он же меня потерял, что ли? Истребитель, ты чё, блин? Заблудился, видать. Выхожу на цель. Нет, не выхожу на цель. Здесь не получится. Опять забываю, сейчас с этого направления не получится его увидеть. Сейчас придется делать вот такой финт. Вот видите, по идее я должен стрим уже закончить, но так как миссия идет, я же не могу сейчас вот сохраниться и выйти из игры. Мне приходится играть до конца, и поэтому время затягивается на 5 часов, на 6. Вот. Можно было здесь сохранить, нажать и выйти. Поэтому тут время вообще не распланируешь. Тут сейчас мне еще дополнительное время надо. А сколько, я не знаю. Сам цель поразил, сам навелся, вот и все, и не надо мне разрешения никакое. Все, бункер уничтожен, ухожу. О, этот с истребителем меня нашел. Потеряй меня опять. Сколько там у меня остаток? 200. Горючки не хватает здесь, конечно. Здесь, блин, столько заходов делать приходится. Почему именно с этого направления? Потому что там засвет, там солнце будет, шквал. Ну вот, видите, вот, пожалуйста. Солнце его засвечивает. Так, следующие цели. Артиллерию надо будет уничтожить. Здесь надо будет пробовать зайти с юга, чтобы эти цели все в ряд поразить. Так, дальше танк Т-72, зенитки. И останется 4 цели. Кстати, вертолет, по-моему, сбили. Нет, не сбили. Он отработал, ушел. Да, что за пилот? Это Грач, кстати, по-моему, если не ошибаюсь. Да, Грач сбили.
Тоже на низких высотах летал, забавлялся, пожалуйста. Тяжелая работа у самолета Су-25 Грач. Там реально асом надо быть, чтобы летать на высоте, низких высотах, и еще чтобы тебе по жопе чуть не прилетело. Да, в их случае, конечно, надо обязательно иметь второй самолет, который будет подсказывать хоть что-то, допустим, по тебе пуск, да. Желательно, конечно, чтобы они держались, наверное, на расстоянии, потому что если они будут близко, то как он увидит? Скорее всего, между ними есть какое-то расстояние, чтобы видеть пуск. У меня вот другой вопрос. А кто второго прикрывает? Второй-то первого прикрывает визуально, да? Типа, по тебе пуск, маневрируй. Ну, примерно, да? А второго-то кто прикрывает? Или у него камера заднего вида есть? Тоже вот вопрос такой. Ладно. Давай, наверное, зайдем отсюда. Чуть-чуть с этого угла. Да блин, горючки нету у меня, кружить тоже вот. Это тоже фактор этот. Иногда приходится принимать решения быстрое, чтобы быстрее поразить цели, и баллонов дополнительных мало бывает, не хватает. Для этого самолета горючки надо с запасом брать, потому что ты на высоте постоянно. Так, вот район где-то здесь цель, да? За лесом получается. Вижу. 3 единицы техники и человечек там какой-то. Делаю сначала захват на центр. Ну, то есть сначала приоритетную цель уничтожу для себя. Куда собрался? Маневрен, закрылки, короче, блядь. ЛТЦ запускаю. Давай, поражен. Следующая цель. 4, 3, 2, 1. Пуск. Сейчас маневрирую вправо. Ухожу. Блин, один этот гранатометчик остался.
Стоит ли время на него терять? Да ну чё, блядь, армия его не победит, что ли? Я еще на самолете на него времени терял. Так, чем я погорючу? 1900 килограмм. Резервный есть? Нет его. Надо рассчитать так, чтобы хватило на обратку. Так, ну что, человечка я оставлю. Или отработать его. Да блин, время на него потерять, конечно. Пушкой, только если по нему отработать. Ну это будет вообще иголка в стоге силы, блять. Ну, попробуем поиграть в снайпера. Я прям на него захват не буду делать, так чтобы у меня можно было на него выйти. Работаю пушкой. Закрылки маневренные. Тягу в ноль. Как в лужу пукнул. У него пушка, она вроде как и разрывными стреляет, но, как видите, не особо они поражают цель рядом. Поэтому пушка это такое. Больше она, наверное, под бронебойную, наверное, подходит. Что-нибудь по машинам стрелять. По БТРам пушкой можно отработать. А вот по солдатам, когда работаешь рядом, она их не берет ни хрена почему-то. Ну ладно, попробуем. Так, что, 1500 килограмм. Все, ухожу на базу. Выставляюсь на возврат. Потому что следующие цели идут в город. Так, а у меня какая? Сейчас я посмотрю. Аэродром какой? Краснодар, Пашковский.
1-1. Краснодар. Следуйте курсом 328. Удаление 6-0. Давление 7-5-6,8-3. Посадочное 2-3. Занимайте высоту круга. Вообще не прикольно вот так вот возвраты делаются. А почему-то аэродром резервный не работает. Он то работает, то не работает, непонятно. Он, скорее всего, нейтральный. Можно было попробовать все-таки на него приземлиться. Боекомплекта-то хватает, и там еще стрелять да стреляй, блин. Горючки мало. Вот из-за этого приходится возвращаться, опять горючку брать. Сейчас баллонов наберу сразу по 2 на крыло. И все, и эти ракеты обновлю. Нары мне не нужны.
Хотя не, подожди, нары мне нужны. Там одного шпендика надо ушатать, а то он обнаглел, там стоит в полный рост. Даже не стесняется. Этот РПГшник. Классный вот этот робот, мне прямо нравится. Раньше я его не использовал, сейчас вот мне вчера человек подсказал. Блин, у него имя такое сложное. Длинное. Но если появится, еще раз поблагодарю. Да, здесь несколько автопилотов. Есть автопилот, который ты можешь просто лечь спать, он тебе сам долетит куда надо. Но я его не использую. Автопилот посадки я тоже не использую, если он тут есть. Даже не пробовал его искать. Мне всегда был интересен один автопилот. Стабилизация самолета по горизонту. Вот. Но в последнее время он начал у меня это... Море волнуется раз, вот как в песне. Волнами летать влево-вправо, я перестал его использовать. То есть сейчас для меня вот этот самый нормальный. Просто зафиксировал самолет и все. Главное зафиксировать так, чтобы у тебя ни крена, ни тангажа не было, потому что он будет лететь, как каменный. Вот сейчас вот у нас идет тангаж на понижение высоты. Чуть-чуть его вверх взял, все, вот уже на подъем. Можно вообще выровнять его по вот этому прибору? Оп. Все равно вниз выше надо брать. А вот так. Смотри, все равно снижаю, да? Оп. Все равно будет, блин, минус. Как вот его, блядь, забалансировать-то? Оп. О, я тут. Привет, привет. Спасибо тебе большое за вот этого роботика, вот это с одной лампочкой. Этот парень мне очень много времени экономит. Привет, привет. И при наведении на цель, и когда мне надо свериться с картой и с задачами. То есть это лучшее, что есть для меня сейчас пока в этом самолете для стабилизации. Так, ну что сказать. Уходим правее. Сейчас будем готовиться к посадке. Сейчас эту миссию выполним, и я пойду отдыхать. Потом смотрим, может вечером еще полетаем. Чтобы у людей вопросов не было, ты вообще живешь? Конечно, живу еще. Я всегда говорю, если я начинаю играть во что-то, я делаю это не во вред реальной жизни. Потому что для меня в приоритете жизнь. Потом уже игры.
Если у меня бы сейчас бы было бы что-нибудь срочное, я бы обязательно бы прервал бы игру и сказал бы, ребят, мне надо уйти, все. Пофиг, где бы я был. На базе, не на базе. Вообще не обсуждается. Это для меня игра, это, ну, игра есть игра, как бы, я хоть и отношусь к ней серьезно, но никогда она не заменит жизнь реальную. Так, я вижу полосу. Давай попробуем по вот этому прибору сейчас. Вот по вот этому. Высота 500. Можно по приборам попробовать приземлиться. Высоту снижаю сильно. Так, здесь можно уже выставляться на посадку, да? Сильно разогнался. Прибор показывает чуть повыше. Вот сейчас выравниваюсь я. Все-таки днем, когда летаешь, тебя отвлекает окружение. Когда ты летишь ночью или в облаках, то твое окружение — это твои вот эти приборы. Вот он мне показывает выше брать. А чтобы выше взять, значит скорость надо побольше. Потому что без скорости ты выше не возьмешь, это логично. Все, вот опять резко идет желтое мне вниз. То есть крест получается. И вот этот крест, он дает тебе понять, выполняешь ли ты его требования. Нет. Сейчас он опять показывает выше. То есть здесь вот будет такая пляска. Но это не значит, что сейчас резко надо задирать нос. Чуть можно дать тяги. И стараться самолет, чтобы камнем не шел вниз. Если камнем идет, значит тягу на максимум. Надо его выровнять. Все, видите, он опять хоп. Все, вот здесь уже примерно на глаз я уже полосу вижу. И скорость убираю в ноль. Тягу в ноль. Все, здесь уже мне этот прибор не нужен. Я его вырубаю, чтобы он меня не отвлекал. И уже сам регулирую. Здесь вот опять скорость маленькая. Чуть-чуть добавляю тяги. Ну все, сейчас уже... Оп. Ну, посадка не мягкая все равно. А знаете, почему такая посадка сейчас была? Удар такой. Потому что скорость маленькая. Для этого самолета скорость надо больше, чтобы была. Тогда ты коснешься прям четко. А так он камнем начинает падать. Плюс, ну не забываем, у меня все-таки пилоны еще. Я обратно с ними вернулся. Кстати, парашюты я не использую, мне не надо их сейчас. Здесь скорость маленькая была. Обычно, когда я сажусь прям плавно-плавно, у меня скорость хорошая. И мне помогают парашюты. Но при этом я не ударяюсь. Вот. А бывает вот такой тип посадки, блин, которая, ну, я считаю, это ошибочная посадка, хоть и без повреждений. Пожалел скорости и все. Обычно скорость приходится убирать. Вот аэродромы есть короткие, Нальчик, ну, вот, который я знаю точно. Потом в тропиках на островах там есть аэродромы, в эти Марианны острова. Есть аэродром, вот, который сейчас я использую для миссии, которую хочу сейчас создавать. Там полоса короткая. Ну, там самолет Су-25 СМ-3 используется, поэтому его проще контролировать в этом плане. Этот нет. Этот сложнее с посадкой у него. Во-первых, у него торможение другое. Его затормозить сложно, если у тебя скорость большая. У него тормоза не такие классные, как у Грача. Так что самолеты разные по управлению, это факт. Мне на Граче и на СМ-3 понравилось, что я на земле, вот, когда полосы касаюсь,
Я чувствую самолет уже. То есть я торможу, и он прям слушается меня. Этот, блядь, это пипец. Я начинаю тормозить, он вообще не тормозит. Такое ощущение, как будто я по льду еду. Когда уже полосы коснулся. Ой. Так, сразу подготовлюсь. Где я? Ого. Там мне надо будет вправо лучше вот этот крюк сделать и взлететь туда. Ладно. Не хочу я потом опять разворачиваться, лететь через аэродром. Меня там ожидают, я же поддержку выполняю. Значит, побольше горючки и ракеты «Вихрь». Все, больше ничего не надо. Давай его еще отремонтируем. Ремонт. Командир, нет возможности. Ремонт. Командир, нет возможности. Ремонт. Командир, нет возможности. Сука, вредные. Ремонт. Принял. Это, знаете, мне это напоминает, это как девочку уламываешь. Ну, понятно, это я просто юность вспоминаю. Девочку раньше вот уламываешь, там, ну дай, нет, не дам, ну дай, нет, не дам, ну дай, нет, не дам, ну дай, ну ладно, держи. Вот примерно так же. Шутка такая, да? Пипец, блядь, что за прикол, да? Нет возможности, нет возможности, нет возможности, потом есть возможность. Что за прикол-то? Сопроводительный мой. Даже приземлился. Интересно, за мной полетит еще, нет? Или все равно? Как обычно это... Выносить тяготы службы, он выносит тяготы моего полета. Парашют закреплен. Видите, закрыта эта хрень. Отсюда парашют выпускается. Если закреплен, значит ремонт выполнен. Вот. Почему так быстро происходит? Потому что самолет целый. Вот и все. Был бы он немного поврежден, пришлось бы ждать секунды. Так, наземный персонал, перезарядка. ЛТЦ. Вот так вот будут сейчас пилоны у меня. Будут 4 бака дополнительных и 16 ракет «Вихрь». Все, больше мне ничего не надо для этой работы. Вот. Принял. Офигеть, даже блик от стекла, смотри, ловит. Блин, даже зайчиков сам потом ловишь после этого.
Графика здесь очень красивая, просто я не могу на своем мониторе ее передать вам. Здесь надо 2К-шный монитор. Ну, вот это надо прям в монитор смотреть, это в мой, тогда будет классно. Вот я заметил, запись врубая стрима, маленько не так передается то, что хочется показать. Здесь надо 2К-шный монитор, согласен. Блин, глаза уже старые, да? Мой совет вот для тех, кто будет настраивать, у кого RTX. Да, на джойстике. Привет. У меня старый джойстик, сейчас еще пару дней потерпим его, и там я другой заказал уже. Ну, я нормально на нем отлетал, пострадал, конечно. Выдержал полеты. Еще и что-то выполнил даже. Так, да, ну. Для этой игры, чтобы кайфануть, надо джойстик и трекер. Все. Ну, мне вот, допустим, не знаю, кому как. Я тут вчера, опять же, про вчера вспомню. Я говорю, мне что-то вот YouTube я начинаю чаще ДКС стримить. Он мне рекомендованные видео бросает, эти всякие самолеты и все. Там интересный тренажер такой, кресло такое, знаете, оно как вот у этих сидишь, у стоматологов, только оно всяко разное, вот так вот качается туда-сюда, одеваешь очки VR, плюс у тебя штурвал посередке, и это где-то за рубежом там, он садится на самолете F-16, ему надо сесть на авианосец, блин, там так эффектно выглядит, там графика, она в 3 раза четче, чем вот у меня сейчас здесь, вот такое ощущение, будто прям реально в самолете сидишь, но он там кайфует вообще, у него, сколько он, один раз в воду упал, второй раз в авианосец врезался, а третий раз приземлился, шасси обломил себе, там проскользил, блин, ну, радостно, типа, короче, надо как-нибудь ссылку сбросить или посмотреть потом. Ну, забавно смотрится. Так, ну что, я готов. Так, перезарядка мне не нужна. Запуск. 111. Запуск. Такой стоить будет по поллям. Да я знаю, он стопудово дорогой. Ты чё? Но, блин, если я начну еще в такое играть, то все, я себя потерял, это стопудово. Блин, нам вообще, мужикам, противопоказаны такие игры. Особенно, когда тебе уже возраст за 30. Это все, это пипец. Я вот уверен, у меня вот отец, он рожден в советское время, ни компьютеров не было, ничего, он вообще... Ему сейчас, да, этот симулятор, он вообще кайфовать будет. Я просто помню, когда еще маленький был, у него что-то какой-то мини-компьютер был, что ли, еще Лукван раньше первая часть работала, и то он летал, кайфовал в то время. Даже вот люди того времени, они... Если бы у них были бы компы, они бы тоже бы играли, это факт. Это сейчас вот некоторые, ой, там, ну, которые не интересуются компьютерами, ой, это вообще, вот эти игры там, они такие, вот это. Игры тоже разные бывают, есть полезные игры, развивают. Можно в разные играть, можно просто ходить и там, месить там кого-то, да, можно что-то с толком делать. Чего? 22 дюйма, 1080 и видюха, но в игре все равно красивее, чем на стриме. Стрим режет качество. Ну да, камикадзе. Ну, у меня, видишь, это... О, 54 Рус, привет.
У меня просто я делю качество. Мне же надо, видишь, разделить на 3 трансляции. Вот ты сейчас мне пишешь на ВК. Вот. Люди пишут на Ютубе. На Твиче вот у меня тоже бывает, люди пишут. Поэтому... У меня же стрим на 3 площадках, поэтому если бы я бы стримил бы одну площадку, я бы качество выставил в раза 2 больше. Я на YouTube нет. У меня на Ютубе стримы... В смысле перейти? Я на Ютубе стримил. Нет, здесь посмотри, трансляция они у меня... Когда YouTube у меня работает, я запускаю трансляцию обязательно. Просто у меня не работало. Для меня YouTube всегда будет любимая площадка. Всегда. Мне проще на YouTube работать. Ну, в плане там ролики загружать, стримы вести. Все, вперед. А, стой. Тихо, 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 тихо. Не туда я. Сюда надо. Сейчас его разверну. Какая полоса там у нас. Разрешите взлет рано пока. Я тут это смотрел, и, ну, есть музеи же по стране разные летные, там где-то где самолеты, вертолеты, всякие разные, старые, новые. И там тренажеры, там вот Ми-8 расположен, прям вертолет, тут прям его полностью весь корпус, а в нем внутри идет игра, то есть просто как она, подожди, игра-то называлась, это FX-то это, знаешь, типа как гражданская авиация, Fight или как она, FX-то это, блядь, я не знаю, этот симулятор. На основе него сделан движок и все такое, полет. Ну, блин, там реально садишься, там вот вроде панель Ми-8. Ну, она такая, знаешь, как будто, не знаю, доска, и на ней приборы просто, и все. Так смешно выглядит. И графика, как будто ты летишь. Ну, это игра прям там... Он же как у Ми-8 лобовое вот это стекло, оно делится на несколько квадратов. И в этих квадратах прям отображается, как будто ты летишь где-то над городом. А город такой мультяшный, как будто Майнкрафт играешь. Ну, нравится людям, летают. Не знаю, мне так... Я бы не смог сейчас вот сидеть и играть в такое, не знаю, после ДКС уже. Движение там, и машины ездят прям. Ну, гражданское там все сделано. Наверное, какой-нибудь типа РП сервер, наверное, не знаю. Ну, РП игра. Когда нету особо там войны такой, просто играешь, летаешь. Правильно я еду-то вообще? Ну да. Следующая миссия сложная будет, но мы ее потом будем делать. Я сейчас ее тут эту миссию доделаю и отдыхать пойду. Да выполняю. Эти миссии еще сложнее были, я их облегчил. Здесь у меня везде были расчеты стингеров. Даже не игла, не стрела, а стингер. Самые опасные ребята для этих самолетов. Вообще непредсказуемые, не знаешь, откуда их ожидать. Может не пустить, может пустить, не знаешь. Было моменты, пролетаешь, вообще не ноль реакции. Второй же раз опять пролетаешь над этим же местом. Только жопу свою проносишь. Отказ левого двигателя. Началось веселье. Вот это вообще жестко, конечно. ЗРК хоть маленько пикает от него. Звук такой пик-пик. А по весне березка тебе говорит, типа ракета справа снизу. А по ЗРК все, нифига здесь.
Это почти по тебе с рогатки выстрелили, только с хорошей рогатки под названием Стингер. Один. Два будет. Математику изучаю. В смысле, почему 1-1? У меня же 2-1 был. Я же вроде по это 2-1-1 цифры себе ставил. Меня 1 называют. Ладно, готовимся. Все, можно взлетать же, да? Решающий залет. Сопровождения, так понял, не будет. Вот тоже все вот эти самолеты, которые с тобой летают, допустим, если второй самолет, просто грач такой же, ну, Су-25 какой-нибудь. Как только они прилетают на базу, неважно, кто там, сопровождение или просто в звене, все, они это дальше уже не действуют вообще. Я не знаю, как их с базы запустить. Знаешь, скорее всего, что стрим делает? Надо добавить резкости немного. Он все-таки не дает ту резкость, которую я вижу, картинку. Я думаю, надо резкости добавить. Я просто боюсь переборщить, и будет это Майнкрафт опять. Только на резкости. 5700, нормально. Вот халявный автопилот. Оп. А, он... Нет, все, понятно. Я его даже убрал, чтобы не позориться. Афиногин мне его подсказал. Есть автопилот здесь, который летает по маршруту по твоему, выполняет даже все твои высоты, маневры. Ты просто сидишь, чай пьешь. Я вчера такой врубал. Это пипец. Я думаю, сейчас вот на таких программах летать вообще неинтересная игра будет. Просто будешь это, как этот зритель сидеть, или как турист посадили тебя в самолет, и ты смотришь на него внутри. Сколько? 1 мегабайт? Офигеть, это что там за симулятор? Ну да, ДКС... видишь, если бы он бы через торрент качался, было бы быстрее, а он качается через сайт. А вот War Thunder взять, он тоже немало весит. У меня War Thunder 200 гигабайт весит. Я же там качал максимайте. Большие текстуры самые максимальные. Он тоже 200 гигов весит. Но у него там самолеты, танки, корабли, я так понял. Или корабли отдельно надо загружать.
У меня War Thunder дольше ставился, чем ДКС. Не знаю почему. ДКС быстро у меня загрузился, а War Thunder долго. Хотя мне ребята говорят, нахрена ты типа эти острова ставишь. Вообще ни капли не пожалел, что я их поставил. Наоборот, красивые они. Мне прям там понравилось летать. Но они требуют места, считая 20 гигабайт. Подожди, какие 20? Но вместе с ними игра будет весить 186 гигов. Я не знаю, почему ты 200 пишешь. Она вообще 186 гигабайт. Может, у тебя еще какие-то дополнительные куплены что-то? Моды. Все, вот он сидит, отдыхает. Один раз полет выполнил, сопроводительный, и все. Больше уже не полетит. Блин, я самолет-то покормил, а сам пилоту голодному летать нельзя. Или, хотя подожди. Если он наестся, это вес добавится. Им, наверное, есть. Ага, если не поест, голова закружится. Такие маневры выполнять. То тут как бы тоже палка о двух концах, да? Как вот пилотам лучше... Как вот они летают перед полетом? Они сытые или... Прикол в том, если ты поешь, вес добавится. А если не поешь, голова будет кружиться. Тебя же всяко разно там колбасит. Вдруг тебя укачает. Прикинь, в самолете укачало. Блин, надо выйти. Вот этот город, да? Дяденька. Один против всех, да? Так, ладно, с ним-то мы разберемся. После него мне надо разобраться с танком Т-72. Второй переулок. Сейчас проще, конечно, будет. Потому что я с Грачом выполнял эту миссию, помню. Вот это было весело, когда тебе надо было управляемые ракеты на небольшой высоте влететь в переулок, еще и захватить. Ну, в переулок прям не влетал, конечно, но близко приходилось приближаться. Уже, считай, над зданиями был. Так, это мне не надо. Воздух, земля. Нары. Это вот. А, какие нафиг нары? Я же на тот пилон хотел нары прицепить. Я еще потом думал прицепить, потом опять передумал, потом вспомнил, у меня же пехотинец. Слушай, а давай попробуем подарочек. Это будет жестко, конечно. Но он в прицел, он вихрем не захватится. Я знаю, как можно отработать вихрем по нему. Это будет жестко, конечно. А, ты на земку. Ну, я-то в тундре на земле же играю.
я ж там не летаю. Я в совместных там летал, потом что-то как-то не знаю. Не, полеты мне зашли только в армии. Арма 3 игра. Я еще с операцией Flashpoint любил летать. Вот. И вот сейчас в ДКС играю. Все. Если в ДКС можно было сейчас также бегать с автоматом и на нормальных танках ездить, ну, я имею в виду, не вот, здесь-то я вроде как можно на них ездить, но там так себе явление. Можно было как бы и там, и там, и там. Мне нравилось игроком универсалом. Как вот в Battlefield так играет, бывают вот люди, они там на всем летают и ездят, и бегают. Вот. Но в ДКС нет такой возможности. Поэтому самолет. Короче, давай попробуем вихрем уничтожить бойца. Так сказать, практика не помешает в будущем иголочки бить с той беседы. Слишком далеко я ушел. Перегрузка, да? Если я не ошибаюсь, то где-то парень здесь. Плохой парень, ты где? Эй, нет, не здесь. Вот он, парень наш плохой. Так. Сейчас может захват убраться, надо успеть. Пошла ракета. Ну, держи, парень плохой. Ну, не было других ракет. Не обижайся. Ну, для чего нужен съем ограничителя? Чтобы атаковать то, что ты хочешь, а не то, что тебе шквал подскажет. Да, у вихря есть такая особенность. Здесь ты наводишь их помимо как захват. Ну, иногда можно захватить. А иногда можно самому сделать этот захват. Тема не хорошо. Ладно, сейчас на танк надо будет выйти. И вот тут интересно получается. Значит, отрабатываем танк, уходим. А, нет, там засвет будет, солнце, блин. Если попробовать забраться с севера на БТР пойти вот здесь. Я его вижу, нет? Блин, в центре города, конечно, цели, да? Тяги маленькой. Тягу некомфортно на клавиатуре добавлять, потому что, допустим, хочешь там процентов 70-80, у тебя там все 100 или вообще 60, перескоки большие. Так, ну давай, ладно, танк уничтожим, там уже посмотрим по ситуации, не знаю, откуда зайти лучше. Я знаю, как лучше в 80-ку БТР уничтожить, но там солнце, блин. По-моему, с того направления. Или оно переместилось, что надо посмотреть будет.
Так, раз дорога. Два дорога. Там где-то должен быть здесь. За зданием, наверное, что ли. БТР еще. Блин, ну не с того угла зашел. Это уже ошибка, как бы. Отмена. Дай. Робот не вырубился, и все. Здесь надо заходить с позиции войск. То есть вот отсюда. Потому, скорее всего, из-за здания я не видел. Где-то в переулке стоит он. Евгений, привет. В переулке стоит. Из-за этого тут же город как это? Надо заходить со стороны. Вот дорога идет. И вот на дорогу прям смотреть. Вот так вот не получится на дорогу зайти. Потому что там дома. Там в городе дронами мочить надо. Ну да, в 1999 году. Ну, события-то у нас здесь такие. Ну, так в наше время, да, уже дронами уничтожается. То есть. По телеку. А, здесь-то. А мультики смотрю, интересные. Тут машинки всякие бывают, солдатики ходят. Ну. Антенку вот сейчас еще настроить хочу нормально. Что-то плохо. Опять эта связь пропала. Хочу танчик посмотреть. Интересный Т-72. Сейчас канал настроим. Это знаешь, это Дэнди-то уток стрелять. Сейчас мы развернемся по телеку, найдем эту утку и будем по ней стрелять. А, во-во. Смотри, по-моему, я уже вышел туда, куда надо. Что-то я зеркала забываю. Я их смотрю обычно, тут что-то не смотрю. Надо вот сюда заходить. Не, подожди. Город под углом находится ко мне. То есть он не прямо с... Эти дороги, которые мне нужны, они смотрят под углом на позиции войск. Значит, сюда вот они где-то смотрят, в эту сторону. Главное, солнце не подцепить. Оно заразное. А, оно против меня. Все, ништяк. Так, вот выхожу я вроде. Вот сейчас будет игра в этот... В наблюдение сначала. Не вижу я его. Не ту дорогу смотрю. Опять не тот угол. Смотри, что. Обычно я их сразу замечаю, а тут где-то эти дороги идут, где-то здесь. Вот на какой?
Так, подожди. Скорость. Что-то больше надо. Так, это уже край города. Блядь, что-то какая-то фигня у меня. Что значит по полям начал работать город, забыл. Вижу танк. Так это не танк, это БТР. Ой. Блин, что сделалось? А, ну близко подлетели, все понятно. Так, что-то я реально тут уже путаться начал. Смотри. Меня деревья вот эти сбивают. Вот она, раз дорога. А, тут закругленная, блядь. А где вторая-то? Это точно тот город? Ну да. В общем, что мне найти надо, сейчас объясню. Почему я ориентируюсь. Так, на всякий случай ЛТЦ. Вот выпуклый район идет. И вот здесь где-то в деревьях надо вот дороги эти нащупать. Я вот... Одна дорога идет вот от этого района, и вот вторую не могу ее увидеть. Либо он где-то... А, он в домами, видишь, спрятан. Блин, надо вот именно на дорогу эту как-то выйти. То есть надо вот выйти именно вот так вот, чтобы это было. А я захожу либо так, либо вот так. Что попало? Все, вот под такими углами уже не найдешь его. Завернешь за угол, выйдет мальчик, вывесит там, выйдешь девочку, девочку на ту. Блин. Слушай, ну да, оно так и есть. Они меня замедляют, видишь, как я плавно работаю. Блин. Я понял, о чем ты, Миша. Что это на полной тяге любите летать. И при этом вместо того, чтобы экономить, да, я просто баков понавесил и все. Я в следующий раз себе цистерну просто прицеплю сзади и все. Блин. Да, я сейчас это фонарь открою. Блин, ну я не докричу высоко, видишь. Так бы можно было узнать. Там не подскажете танк где. Блин. Вот, видите, степь вот эта, вот она идет, вот она длинная, вот, и мне надо, какая, вот, до вот этого круга, бля, вот на вот этой дороге танк, вот здесь он, да, вон я увижу, но его здание прячут, высотки, гад, меня так, блин, горючки не хватит и мои 4, сколько я прилетел, 5700 было, я уже 1000 потратил. Его прячут в высотке, поэтому его не видно. Тут надо правильный угол взять, чтобы дорогу это увидеть. То есть тогда получается не с позиции, надо где-то вот с того направления идти. Но солнце, видите, засветить может. Там будет шквал от солнца в противоположную сторону, и тогда солнце будет его засвечивать. Блин, вот тоже задачи веселые сейчас будут. А еще трекер, вот видите, иногда вот так вот может быть. Я прямо смотрю, а он вправо. Чтобы вот такой херни не было, надо сесть. И так вот сделать, и все.
Я просто летаю еще, у меня с горючки нормально, поэтому я ее не экономлю. Не открывай фонарь, не превращай ДКС в War Thunder. Так, будет мне. Я, кстати, пробовал без фонаря нарами даже пострелять. Это такой звездец. Тряска такая, как будто ты, я не знаю, на ракете летишь. Были такие уже практики у нас. Я раньше, когда кнопки изучал еще, частенько нажимал Ctrl-C. Левый Ctrl-C, и потом у меня фонарь вылетал. Вот этот колпак, блин, или как его правильно. И все, а куда деваться, задание-то надо выполнять. Приземлялся я с таким. Нет, не очень кайфово. Херня, короче. Лучше не надо. Из-за этой тряски вообще контроля нет. Программа приложения OpenTrack стоит. Ну, я ее поднастроил, тут просто посмотрел у человека настройку. Ну, мне понравилось, вполне подошла для меня. Опять же, я под себя настраивал. У всех же свой поворот головы. Так, блин, что опять? Тихо, тихо. Захват-то не сделал. Вот он где-то здесь, в домах. Мы его не видим. Вот он здесь за домами. Вот в этих домах он. И на него вот выйти все не получается. Он его через здание, прикинь, видит. Прикольно. А я-то его не вижу. Как вот ты его там видишь? Сейчас в шквале, если его обнаружим, будем пусть делать. Там я его найти не мог. Так, на всякий случай ЛТЦ. Он сейчас не даст спуск, наверное, сделать. Кто у нас тють? Кто-то. Не пойдет, наверное, не? Мимо. Ракета ушла туда. Ей-то надо. Она туда не идет. Это не бомба. Зенитка. Ладно, есть вариант попробовать зайти с другого направления вообще. Потому что с этого направления его не видать в этих домах. Движник такой. У нас что, здесь час пик? Да, я его кабриолетом всегда называл. Зато вентиляция есть, согласен. Вентиляция. Нет. С этой вентиляцией лучше не летать. Я, кстати, прикалывался. Меня раньше я так и называл. Я даже стрим, помню, назвал, по-моему, кабриолет. Как-то был полет. Что-то прям сложно сейчас дается город мне после степных этих боев. Давай пробовать опять. Тут сейчас попробуем, значит, смотреть потом уже по тому же лесу, только будем прицелом вести на себя, просматривать. То есть я не буду здесь ориентир искать. Попробуем отсюда его сейчас увидеть. Да вырубись ты.
Что делает, блядь? С ним тоже надо договариваться. Вредный тип. Бля, да ты смотри, еще не могу его найти, все. Блин, да что такое-то сегодня у меня с городским наведением? Это уже не то. Ай! Сейчас помогут навестись. Тихо. Буйный попался, блин, не дает экскурсию города провести. Я вообще фотографирую закоулки, как бы. В черно-белом, блин. Я фотограф. Не, ну а чё? Красивые пейзажи. Опять хрень. Честно, вот вообще не смешно. Мне уже надо на обед идти, блядь. Мне уже обеды ждут, а я тут все с танком справиться не могу. Не думал, что он будет так неудобно расположен, да? Пипец, у меня 4 цели, это только одна, прикинь, в городе. Все, что за городом, мы это уничтожили. А если попробовать высоту хорошую набрать, не полениться, ну давай с высоты попробуем поработать. Родным вихрем спуститься и все, да? По поводу летевшей ракеты ты лазером подсвечиваешь цель, большую, крупную, с этого угла обзора подготовленной ракеты. Получается, спустил ракету. Да, я понял. Ну видишь, она у меня оказалась справа снизу, я уже не смог довернуть. С этой ракетой так не отработаешь, как, допустим, если была бы 25 мл. А 25 мл тоже бы не полетела. Элька бы могла полететь, кстати, по такой траектории. Нет, там сильно близко было уже все. Я удивлен, что он за зданием, прикинь, он здание не видит, получается, при захвате. То есть ты можешь через объект захватывать цель. Там высокое здание, за зданием, блин, получается, он захватил его. Не, мы эти здания победим только высотой, все. Придется маленько снизиться, чтобы вихрем попасть. Угу, понял. Видите, я тоже иногда это забываю, ну, это погружаюсь в низкие высоты. Это болячка. Начинаешь работать на низких высотах, все, не хочешь на высоту идти. Ну, в нашем случае высота нужна. Это расстояние нужно.
Это здесь цель. Опять ее не видать. Блин, этот дом надоел уже. Давай дом снесем. О, есть захват, наконец. Наконец-то я вышел на него. Поразил, задымил, боекомплект поджег. Этот минус. Да, я вижу с высоты. Я забываю, что... Видишь, в своих миссиях я летаю как хочу. Вот. Но забываю, что там, где я буду дальше летать в компании, там нужна высота 4 минимум всегда. Там, видишь, сражение в основном идет в степи. То есть там максимум села. До городов еще не дошли пока. Здесь другая тема. Давай сориентируемся по целям. Так, сейчас надо будет развернуться. Угу. Вторая, получается, дорога, второй перекресток, блядь. Здесь, короче, район какой-то. По нему надо ориентироваться, отсюда смотреть. Вторая дорога и... Раз, два, третий перекресток получается. Даже четвертый. Да проще вот по нему ориентироваться и вот здесь вот эту дорогу смотреть. Так, ладно. Сейчас будем Урал зубить. Скорее всего, он по мне стрелял, да? Угу, правильно иду. Сейчас маленько правее возьму. Да, я такой себе поставил, видишь? Модифицированный. Кстати, один обратил на это внимание. Угу. Так, ну вроде выхожу туда, куда надо. Сейчас маленько еще сюда пролетим. О, видал? Так что переходи на 25Т.
И такой же тебе подарю. Я объясню тебе, как подарок этот принять. М? Бросай эти эвки, переходи на тэшку, я тебе шлем этот отдам. А чё? Чё бы и нет. Зато шлем будет. Будешь на кабриолете со шлемом летать. Ну-ка попробуем этого использовать в этот раз. Вот он, этот район идет. На дорогу здесь надо искать перекресток. Глаза тут поломаешь, конечно. Подожди. Блядь, показалось. Даже мы тебя спрятали-то. Вижу. Есть захват. В ТЦ захожу. Пуск. Бля, мне уже глаза устали, мне нужен отдых, честно. Помимо как самому топливо заправить. Давай! Есть, все, ухожу. Люблю иногда эту тряску. Еще один окунь попался. Ну, вот у меня, где вот я рыбачу в Новосибирской области, моя любимая рыба окунь и судак. Не знаю, как у вас в регионе. Вот у нас в селах, в основном в деревнях, в селах карась. Любят такую рыбу, сазан. Да, я вот городскую рыбу люблю. Она городская. У нас городская рыба — это окунь и судак. Поэтому я его окунем назвал. А, ну подожди, у нас еще есть лещ, красноперка есть. Потом как она? Ёршик, чебак. А я тоже миссии сейчас делаю, но я делаю на тропическом острове. Этот острова Марианы, кто они там? Ну, я хочу такую мини-компанию сделать. Следующая цель. БТР и шилка у нас остается. Ну, БТР легче будет найти, вот шилку надо будет постараться. Слушай, а я смогу две цели отработать сейчас? Да, попробуем. Сейчас попробую зайти с этого направления. Лучше, да, я понимаю, горючка не экономная, когда ты начинаешь 10 раз отмерять, 1 раз отрезать, но это лучше, чем разбиться, правда же? Или боекомплект весь использовать зря. Поэтому лучше немного покружить, потом ударить и поразить. Вот. Бывает, с первого раза нахожу, бывает тоже. Вот сейчас я знаю просто, почему я так. Мне нужен отдых просто. Реально от игры ты устаешь, когда работаешь. Да и вообще, даже на граче бы если плетал, вот это постоянно вот эти всматриваться. Чтобы глаза себе не попортить, надо от нее отдыхать.
Так, все, вот прием. Зафиксировал. И вот тут надо стабилизировать самолет. Оп. Тягу убавляем, чтобы было время найти мои цели. Вот она цель, пожалуйста. Одна есть. Высота 4. Ой, 3700. Так, мне нужна шилка. Шилка есть. Сначала такую шилку, потом возьму БТР. Шилка есть. Шилкотряс. Шилкотряс. О, шилкотряс, блядь, левее надо взять. Чпок, он ее выплевывает. Блин, мне нравится запуск ракет 25-ок, 29-ок. Там прям пуск такой, прям видно ракета такая. И это типа нару летел, блядь. Правда, он крутится еще. Вихрь же, он же кружится. Мы ее не видим. Долетай. Твою мать! Что это, бля? Слушай, мы так не договаривались. У меня под жопой что-то раздевает. Иди нафиг. Откуда там зенитка, блядь? Так, что у меня с гидрачом, нормально все? Да вот ни хрена, по-моему, сейчас. Сейчас будет у меня это... О, видите, стрелочки уже начинают плясать. Разгерметизация, как оно это слово? Герметизация двигателя. Не двигатель, раздел. Где-то здесь что-то есть. Ну, опасно здесь залетать с этого направления, да? Меняю направление. Ну, нафиг. Ну, какая-то хрень стреляет. Я думал, по мне ракета попала, звук такой был. Ну, потом смотрю, вроде не горит, не дымит ничего. Понятно, значит, какая-то пулька стреляет. Благо высота не низкая была. Зенитка где-то. Там где-то. Найду, жопу надеру. Так хорошо заходила. Так бы хорошо бы сейчас поразил бы цели. Тут чпук, 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 чпук снизу, да? Да нет, гидрач уходит. Потихоньку. Давление, видишь, маленько упало уже до 24. Это не есть хорошо. Это вот, кстати, как раз вот эта шкала отвечает за выпуск шасси, за крен. Оно ниже еще идет по чуть-чуть. Скотина. Цепанул мне его. Сейчас посмотрим, как она будет работать, шкала. Если она будет сильно уходить, надо будет покидать зону. Гидрач нужен. Пока на 24. Еще на заход иду. Мне сейчас надо выйти на БТР или на шилку и уходить вправо, влево нельзя.
Пока на 20, на 24 держится, значит еще нормально. Обычно если сильно подбит, оно падает, да, уже быстро. И все, у тебя отказывает крен, у тебя начинают отказывать гидравлика. То есть у тебя перестает работать закрылки, шасси, тормоза воздушные. Короче, ты медленно помираешь. Это мучительная смерть. Иногда лучше думаешь, блядь, лучше бы меня бы подожгли бы сразу. Не, ну вчера мы садили такой самолет. Я приземлял такой самолет на пузе, когда у меня все отказало. БТР отсюда вижу. Шелку бы найти. Да, иди нафиг. А чё, шилку не надо уничтожать, что ли? У меня в условии нет, или что? Я вчера вообще, прикинь, попался. Такое совпадение, я охренел. Я запускаю ракету 25Л. И в этот момент, видать, по мне ЗРК запускается. Ну, а я врубаю слежку на F6. Хорошо, я объясняю, классно, блядь. Вчера также прикольнулся. Сейчас, подожди, я расскажу. Здесь какая-то херня ездит, она меня бесит. А чё у меня там все нормально, говоришь? Так вот, микрофон вырубил, у меня просто шумно. Ситуация была вчера, я офигел. Пускаю ракету 25Л по цели. Она, видать, я просто не думал, что она в молоко сразу уйдет. Хочу посмотреть, куда ракета идет. Ну, а у меня хоп и переключается через F6 на ракету ЗРКшную, которая по мне летит. Я думаю, странно. Как бы я-то не знал, что это ЗРКшная. Уже по мне летит. Я думаю, моя 25-ка в обратку. Я думаю, как-то она, блядь, не похожа на нее. Что-то думаю, странно. Нет, эта ЗРКшка летела по мне. И пока я рассматривал, не мог понять, что это за херня. Мне она прилетела. Вот и все. Шилку надо уничтожить, но я сейчас посмотрю это направление. Где тут сидят эти? Так, где город-то? А, вон он.
никого. Что за байда по мне стреляла, я не понял. Та дорога чистая, гражданские одни. Что за хрень? Это уже будет какой-то воздух-воздух. Это надо играть на истребителе. Не, я больше штурмовики любитель, видишь. А чё у тебя сообщения все постоянно удаляются? Опа. Кстати, а чего Рита молчит? Обидел ее? Какая Рита? А, это? Сейчас Риту врублю. Рита, просыпайся. Я ее вырубал. На шилку хочу выйти. Так же, как-то с такого же направления, как и выходил на них на двух. БТР и шилкой. Да, я ее только на 8 марта включаю. Что она мне тут указывает? Только отвлекает. Вот, смотри, солнышко не светит без меня никак. О, ушло. Отпустила наконец-то, да? Шилка. Шилка. О, и все. Все, пока. Что-то пока не вижу, кто там. Никто не стреляет вроде. Где-то работали, а где? А, это музыка, блин, я уже подогнался.
Я не могу стреляет по мне, прикинь. Музыка играет. Возврат 55 километров. Все, я хожу. Я свою задачу выполнил, блин. Что долго она мне далась. Долго поддавалась мне. Тебя жена спрашивает, что за девки в самолете. Ну, меня пока она не слышала. Позже спросит, наверное. О, можно так это контролировать, да, самолет. Я пишу с ошибкой, если вижу ошибку, то делаю второе сообщение здесь. Ну, ё-моё. Он написал, главное, что я смысл понял, ладно. Кто-то же поцарапал меня, и я не мог найти их, я не знаю, почему-то не помню. В последнее время на нем полеты как работа, блядь, становится. Устаешь. Это потому что маркеры сейчас вырубил. Раньше маркерами же пользовался, а сейчас без маркеров это капец, это всматриваться надо. Современные машины, которые сзади антенки-то на крыше в виде там плавника акулы, да еще что-нибудь. Слушай, а если здесь тоже мы какой-нибудь типа плавничок сделаем? Ну, у меня тоже такая же привычка. Если я начинаю писать и где-то что-то не так. Но у меня в основном проблема, я, видишь, тороплюсь, когда пишу, у меня падежи не те. Там, где надо написать «сделался», я сделал. Или наоборот, из-за торопливости. Когда новости какие-нибудь группы выкладываю, потом смотрю, блядь, там вместо что-нибудь там «си» надо, а у меня «сделался». На внешке меня не слышно из-за двигателя. Хорошо, буду иметь в виду. Давайте в ножницы поиграем. Подставь пальчик, да? Мы тебе стрелочками его подравняем, блядь.
У меня двигатель не вывозит один, смотрю. Обороты не дает. Все готово. Маленько кренило меня и заносило, потому что двигатель один у меня мертвый почти. Ну ничего, справились. Что, нам впервые, что ли? Мне наоборот нравится, когда у меня самолет вот так вот летает, я наоборот кайфую. Ну, главное, чтобы он еще был более-менее управляемый. Этот самолет могут его сбалансировать роботы. В крайнем случае, если у него сильно что-то откажет. Вот. А вот грач, все, ты можешь в землю сразу носом лететь и все, и катапультироваться. У него нету автопилотов, вот, и поэтому тебе либо джойстик ломай свой, либо катапультируйся, все. Среднего не дано.
Ну все, задание выполнено. Ого! Ты сделай расслабляющие миссии. Это какие? В джакузи лететь? Не, такого я еще не пробовал. Не, я как бы иногда и лечу это, там, чай попивали, еще что-нибудь. Ну, прям расслабляющие. Это джакузи, зонтик такой. Ага, зимний особенно. Коктейльчик с зонтиком, да, такой молочный. Можно его сюда поставить где-нибудь? Блин, попробуй собери миссию из Top Gun 2. Нужно долететь до цели. Ну, это все пилотирование называется. Нет, я любитель боевого. У меня есть он аэродром с ребятами, где там занимаюсь вот этим. Я любитель что-нибудь, так сказать, пороху пустить. Если превысишь порог, то включится ПВО и вылетит охрана. Будет тебя искать. Если один из двигателей поврежден, то не опускай газ ниже 80. Ну, это да. Но я все равно я не сильно не разгоняю, чтобы мне самолет более-менее на полосу, так сказать, коннект сделать с полосой. Более плавный. Ничего, где завершение? Здесь не завершаю. А, я, наверное, не сюда припарковался. Да? Да, я не на ту парковку встал, надо было на эту вставать. Ладно, как бы пофиг уже. Все, здание сделано, пускай так получилось долго, конечно. В следующий раз надо по ускорению, как-то побыстрее. Ну, тут все зависит от ситуации, как получится. Вроде и хочешь быстрее, а оно сегодня так, завтра так, вообще не угадаешь. Ладно, все, я отдыхать пойду, мне надо на обед. Там вечером потом посмотрим. Будет время, запущусь обязательно. 125 с джакузи. Интересная модификация. На вооружение поступила. Не, это не надо на пилон это крепить. Это надо вот сюда. Вот сюда. Под себя поставить. Блин, а кто педали нажимать будет? Блин, так неинтересно. В джакузи хорошо, когда с ногами сидишь. Так неудобно. Блин, тут электрика просто вскипит нафиг. Нет, плохая идея. Тут тогда рулить не получится. Тогда надо здесь руль от машины. И все нормально так. Ага, тогда приборы не увидим. Слушай, подожди, а вот разве... Вот я сейчас джойстик заказал, у него это повороты. Эти повороты для чего? Можно их настроить там, чтобы они вместо педали работали? Ладно, все, я побежал, а то меня уже там это ругают. Надо уже обедать. Ну все, приятно было пообщаться, так сказать, на позитивной ноте завершили этот полет. Давайте хорошего дня вам, вечера у кого. Все, увидимся в следующих. Обещать не буду, что вечером еще полетим, но как только так сразу оповещение выложу, так что не теряйтесь. Будет время, заходите. Продолжу также сама на Су-25. Но я сейчас посмотрю, там, скорее всего, может вообще придется нам к Иркуту идти. Я же там тоже должен иногда быть. А то скажут, что это у нас за командник такой. Все, ладно, все. До встречи всем. Хорошего дня.